Всем привет! Мы продолжаем проходить Bloodborne. Я нахожусь сейчас, получается, на нижнем этаже, вот этого вот собора. В принципе, тут все можно назвать соборами. Ладно, тут, в принципе, неплохая, кстати, точка для фарма. Но нам нужно выше. Сегодня у нас в меню, значит, босс Миколаш и кормилица Мирго. Ну, а там дальше посмотрим, как пойдет. Я тут уже всех перерубил в округе, поэтому просто идем вниз. Здорово, доступ еще раз. Тупо идем вниз. Здесь народу, в принципе, прилично, но мобы не очень сложные, за них там по 500 примерно дают. Все, поехали. Нам куда-то наверх. Ага. Дальше отсюда некуда идти, да? Ладно, выходим. Какая-то дымка уже начинается, туман. Вороны. Ну давай. А, это вороны с головами этих, с головами волков каких-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Это жесткие ребята. Не дают ударить второй раз. О, они еще... Так, подожди. Я сейчас чуть не отъехал. Что происходит? Короче, это и собаки, и вороны одновременно. Так, падла ты. Все, вроде сконцентрировался. Ну и они закончились заодно. Да. Толпа тут меня погрызла чуть-чуть. Выше пошли. Кто-то топает. Не могу понять откуда, с какой стороны. Их тут много. Эть. Ну что ж ты. Там причем еще одна ворона. Она прям в этой клетке сидит. А вот вторая. Вот пока они вот в этом виде, они более-менее безобидны. Вроде все. Ладно, давай я попробую в эту клетку запрыгнуть. Надо как-то с ускорением и перекат делать. Да ё-моё. Ох, я чуть не упал. Вот самое отвратительное в этих играх сделано, так это прыжок. Даже, по-моему, в Elden Ring не так все безоблачно. Хоть там он как основ... Да, ё-моё, как механика основная сделана. Все равно прыжки отвратительные. Да ты серьезно? Ну, блядь. Твою мать, а? Я, короче, туда не полезу больше. Пошли они в жопу со своими. Дебилизм какой-то. Что, сейчас заново все бежать? Так, дело не в камне, видишь, он же ударяется, получается, куда-то вверх, что ли? По-моему, вверх он ударяется. Бьется об текстуры и падает вниз. Сейчас вообще камера забыла меня подтянуть.
Ладно, давай, короче говоря, мы так пробежим. Я уже не буду тут всех убивать. Бля, ли стоит? Так-то деньги не лишние, в принципе. Да нет, малыши вообще безобидные. У них очень долгие, замашистые такие атаки, но они только плечом-то ранят тебя. Остальная там толпа наверху ходит. Ну давай. Бам-бам-бам-бам-бам. Один тут прячется. Они как будто как из этого, из стали сделанные чувачки. Спокойствие. Иди-ка сюда. Давай, давай, давай. И чё за дела такие? Ах ты гнида сраная. Минус 20 тысяч. Причем он меня ударил в ту же самую миллисекунду, как у меня здоровье должно было подняться. Так вообще на ровном месте. Потому что у меня там души, скорее всего, лежали, вот поэтому. Кстати, этот рычаг-то заработал, нет? Понятно. Такое часто бывает, если ты где-то души оставил, то тебя любой может завалить, которого ты просто не так ударил, еще что-то, они какие-то бешеные становятся. Не в первую игру замечаю. Ну теперь давай, короче, аккуратно всех выпиливать, что делать. Там у меня 6 косарей валяется. А все потому, что собирался в клетку прыгнуть. Ее специально еще над обрывом повесили, чтобы ты страдал. Просто, да, вот сделайте вы ее чуть-чуть поближе. Еще как-нибудь там, не знаю, помогите, короче говоря. Чуть поближе, там чуть-чуть пониже, чтобы удобно было прыгать. Ну а тут, как говорится, висит груша, нельзя скушать. Спасибо, кидатаки, блин, урод. У нас никого? Нет. Я что-то даже не думал, что эти жердяи столько могут снести. Просто за 2 удара все здоровье. Херак. И кончилось. Вот эти гаврики точно безобидные. Вон у того души мои. Я не пойму, то ли у них колпачки такие, то ли рога как-то сделаны. Блять, а то он же никогда не шевелился. Ты почему его добить-то, падла, не можешь? Ёб твою мать. Вот столько ему там оставалось. Он просто, я не знаю, даже на чем жил. На каких-то пикселях, я не знаю. Нет, вот урода. Пошел закреп, короче.
Вот за этих ребят 3000 дают стабильно. Это хорошо. Но вот что там дальше происходит с мобами, я что-то вообще не врубаюсь. Перед стримом я, короче, зачистил вот эту площадочку. Вот. Вообще без проблем. Тут они что-то бегать начинают, шустрить, короче. Я вообще не понимаю, что за дела. Наверное, игра очень хочет, чтобы я душ пофармил. Она прям кричит тебе. Необходимо, говорит. Нафармить. Закрепить убийство вот этих чуваков. Оптом. Оптом и в розницу. Давай. Жирный, иди сюда. Ну, удар-то будем делать? Блять, ты же спарировался, уебище. Да как так? Сука. Ты килишься как раз в тот момент, когда он тебя бьет. А удар у него пиздец замашистый. Короче. И продолжает лупить. Он как только, чем ближе к тебе, тем резче удар. Да, ну и мобы. То есть он к тебе, когда далеко, то есть он начинает просто херачить без остановки. Ну и чё, где души мы? У этого. Так. Тот у нас спровоцировался. Давай его сюда притащим. Сейчас он подойдет как раз. О, они даже бегать умеют. Ну надо же. Гандон. Ну все. Теперь можно малышей завалить. Если у них еще там какие-нибудь фокусы нет, ну, фокусов у них никаких нету. Ну, типа, знаешь, там превращается в какого-нибудь дракона. Тридцаточку. Как здрасте просто. Давай-ка мы сюда камушки поставим, если они вообще у меня остались. 2 штуки. Не густо. Мне даже собак этих что-то выманивать нечего. Наверное, Хидетака просто чувствует то, что я подрасслабился. Вот на тебе. Давай, одного. Кто-нибудь. Ну давай, ты же хотел. Иди сюда, подползай. Подожди, они не трансформируются, что ли? Значит, тут все-таки была собака с головой ворона и ворон с... А, и 3 ворона с собачьей головой. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так, я один раз пробую. И все. Клетка вообще отвратительно тут висит. О, и запрыгнул. Вот как? Как это, блядь, работает? Чувствую руку мастера, короче. О, камни. Наконец-то камни дали мне. Ой, спасибо. Так, тут еще каких-то 2 рычага, да? Ну, пошли вниз. 2 собаки гуляют.
Мне бы хотя бы одну спровоцировать, две могут сожрать сразу. Иди-ка сюда. Ну давай, давай, давай. Ты же видела меня. Все равно укусила меня. Все. Кусок опять. Кровавика. Ну этих кровавиков уже солить можно. Кстати, за этого, за убийство, как он там? Закрепил, да. За убийство, как он там, мужика-то у нас с мечом такой злой летал. Какой из них дергать? Ладно, давай поднимемся наверх. Забыл, как деда зовут. Короче говоря, за убийство деда у меня можно было... Появилась возможность купить меч Чикаги называется. Катана. Она на кровосток, по-моему, идет. Но там что-то надо прокачать еще дополнительно, чтобы она работала адекватно. Здравствуйте. Кто такие? Тихо, тихо, тихо. Бля, я вот не знаю, мне прямо идти-то или... Судя по дымке, по-моему, Миколаш впереди. Тут тоже, да, пути Гатана там и так далее. Да-да-да, все есть тут. Катана, Ути-Гатана, она в принципе во всех частях, по-моему, есть. По-моему, это любимое оружие Хидетаки. Блин, не знаю, давай вот этот дернем. Не работает. А вот этот не работает. А сюда? И мы вот самый-самый низ, короче, это еще одна срезка получается. Все, я понял. Только я пошел наверх. Только почему теперь еще два не работает, два рычага? Это для меня загадка пока что. Как я не посмел купить, так у меня статов не хватает. У меня не прокачано. Оттенок крови нужно. Оттенок крови надо прокачать до 12. Это еще 5 пунктов мне поднять надо для этой штуки, чтобы я воспользовался этой Ути-Гатаной. Это значит, мне нужно сфармить примерно около, 1200 примерно, а то и больше. 250 примерно. Оно мне надо. Потом же ее точить надо, хотя бы, чтобы что-то, какой-то результат она показала. Так что... К тому же вот эти вот клинки, они, кстати, считаются получше, чем это Гатана. Все. Колька пришел. Ах, Кос, или некоторые говорят Косм. Ты слышишь наши молитвы? Нет, мы не должны покидать сон. Я у него рожа пропитая. Никто нас не понимает. Никто нас теперь не остановит. Клетка заебата. Ему идет. Да я не буду столько статусов поднимать, просто чтобы катаной подергать пару раз. Я говорю, она бесполезная. Так. Жизни Кольки есть. Жизни Кольки есть, но самого Кольки нету. Начинаем приспешников его рубить. И пулек много дали. Здравствуй. Здравствуй, Коленька. Короче, его еще и найти надо, да? Он прямо побежал. Первый замес вместе с ним, да, будет? Стоять только. Главное, вот этого поближе надо подманить. Все, теперь Николай. Опа, опа, опа. Коля, успокойся, блядь.
Он такие вот щупальца может несколько раз выпускать. Хорошо. Эх ты, Коля, Коля. Ну, а теперь поближе можно будет бежать. Давайте нам вот эту штучку. Поехали. Эй. Короче, пока я жду лифт, я ударю этого человека. В смысле, не человек. Просто потому, что могу. Вот и лифт. Там у меня еще 40 тысяч чем-то валяется. По идее, мне не Колю надо траить. А душу спасать и бежать хотя бы один левел прокачать. Ну ладно, Коля, раз уж Коля, так Коля. До свидания. Давай попробуем сократить путь. Николай. Где Коля? Коля, блядь. А если вот сюда мы его погоним? Угу. Ага, застрял, дурак. Вот так-то. Тихо, отпускаем этого. Коля. А чё наверх-то побежал? Хе-хе-хе. Надо было ёбнуть, кстати. Да иди ты уже. Я тут за Колей бегаю. Оба. Как тебе такое, Николай? Ищ. Он испарился. О, Коля, да тихо ты. Давай, 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 давай. Сейчас мы вас на прыжке будем лупить, попробовать. Попробуем. Эй, Коля, Коля. Так. Пиздюль один прилетел, ну. Стой. Цель ставим. Меня так даже немного больше устраивает, чем лупить эту падлу. Стой, а вот так вот. Чем лупить эту падлу в маленькой комнате. Ну. Случай, Коля. Ну так. Да что ж ты. Дать. Оба. По затылку Коля. Коля где? О, Коля. Стой. На поворотах главное срезать. И тут так вот. Ах ты, Коля, Коля. Ну все, он в зал побежал. Здравствуй, Николай. Спокойствие. Где второй? Все, теперь Колей занимаемся. Так, главное не жадничать. Коля делает резкий бросок своими щупальцами. Ну и давай, 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 давай. Николай. Оп, оп, оп. Ну, на 3 удара я его ловлю. Здорово, Степан. Оп, оп. Все, валим, 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 валим. Спокойно, Николай. Коля. Коля, здравствуй. Ну он в уголке притих. Он мне пытается свой шмурдяк навязать, чтобы, блин, в морду мне пихнуть своими щупальцами. Иди сюда. Давай, ну. Ты мне в центре нужен, дружище. Раз, два, три. Все. Колька исчез, но это только пока. Теперь давай смотреть, как нам... И хикает еще. О, прекрасно. Охотник всегда охотник, даже во сне. Но, увы, не торопись.
Кошмар бурлит и кружится без остановки. Ладно, сейчас он пропиздится и это. Я побегу уже вперед. Все, да? Так, у нас вот где-то тут, да, по-моему, типа зеркала какого-то было. Ну, я думаю, что мне туда. А где Коля? Угу. Мне либо наверх, либо вниз. Ах, косы, некоторые Ну ладно. Я уже не буду читать, что он там трещит. Мне вот это падла интересно. Тихо, тихо, тихо. Да иди ты сюда. Да тихо, тихо. Блять, он там разошелся, малой. Успокоительно. У меня наверх, по-моему. Я понял. Подожди. Пошли наверх. Давай наверх, короче. Сдается мне он там. На каждого моба сейчас обращать внимание. 8 пузырей крови. Нормально. С учетом, блядь, того, что каждая падла тут что-то жесткое. Да, блядь, я же не вижу ничего. Успокойся. Какой урод, а, мелкий. Они же до этого стреляли с арбалетов. Уже все, забыли? А, вот теперь арбалет. Мелкий удот. Ну вот дымка. Как однажды услышал ты легкомысленного Рома. Вон Коля стоит. Дай нам глаза, дай нам глаза. Ну, у паука Рома много было глаз, да. Ща, я его догоню. Дайте мне еще 8 хилов. И все будет чикен паппинс. Коля, здравствуй. Коля, цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Ать. Хе-хе. А я за ним не могу. А почему я за ним не могу? Тихо, 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 тихо. Придется лечиться. Давай, давай, лечиться. Взял зеркало, разбил. Коля, Коля. Ага. Блять, откуда вы беретесь-то? Не из земли, что ли, вылезает? Блять, а у него жизни там было вообще чуть-чуть. Это странные мобы вообще. Он исчез же вроде, и они оба подохли. Коля наебщик, короче. В тумане еще видно плохо. Так. Коля стоит. Сейчас мы с ним чечетку сыграем. Я сверху бахнусь на него. Так, давай. Мы лечимся. Берем Колю в защиту. А, насколько я понял, тут надо, короче говоря, как-то ему преградить путь, чтобы он дальше не выбежал отсюда. Но сейчас мы падаем с ударом на него. Блять, Коля, ну что ты, ёпта мать. Короче, у меня как у спидранеров не получилось. Ловим Колю. Кстати, я еще одну фичу вспомнил. Сейчас я тут всех перерублю. Я еще один лайфхак видел. Сейчас мы Колю байтим на атаке вот таким образом. Ты, говорит, слышишь наши молитвы? Как однажды ты услышал легкомысленного Рома. Вот так. Оп, Коля. А я его не могу тут поймать. Короче, его цепляют как-то. Слегка отбежал, ударил прям через решетку. Он ближе к тебе и дальше к тебе становится периодически. Но отсюда не уходит. И так его можно завалить. Я и взять. Ну, короче, сейчас попробуем. Коля. Коля, иди сюда. Нет. Это не сработало. Фича.
Ладно. Будем по-честному тогда лупить Николая. Но он наверху опять. Что-то, мне кажется, придется второй раз бегать. Тут же он, да? Нет. Но он не тут. Он в какой-то другой комнате. Мудит Коля, мудит со всей дури. Давай попробуем вниз спуститься, и потом получается направо и наверх, где-то тут его надо искать. Воет Николай еще. У него совсем уже головка вау. Ключ от железной двери. Какой двери? Кто-нибудь видел тут железную дверь? А где дверь-то ваша железная? Может быть, где-то тут? Может, это и она есть? И есть ключ? Нет. Короче, чё? Ту, которую ты не мог открыть минуту назад. А я не помню эту дверь вообще. Какую я не мог открыть? Тут у нас спуск вниз. Так, давай посмотрим еще раз. Второй этаж, он отсюда никуда не это. Вниз точно не спускался. Может быть, где-то здесь? Вот еще один проход. Нет. Тут Коля воет, стоит. Где-то за ним может быть дверь. Странно. Здрасте. Хреново, что эти уроды спавнятся. Но, к сожалению, я 30-секундной задержкой ничего сделать не могу. А где эта дверь-то? Блин, серьезно, мне что, по всем этим теперь бегать? Что так видно отвратительно. Да, идите вы нахуй. Беги за туманом, тут все в тумане. В кого бежать? Так. Ну, за туманом. Вот, допустим, здесь туман. Вот тут он не прерывается. А, сюда и никак. Ладно. Тут другой проход. Выше давай. Нет. Это у нас еще какой-то проход. Но, скорее всего, я тут был. Давай тут просто дверь посмотрим. Нет. Двери нету. Любит так ёбнутых боссов ставить. Вот прям обожает. Особенно под конец игры. Что ложи хаоса в первой части. Которые не сложные, а просто двинутые на всю башку. Так, подожди-ка. Ну нет, зеркала это не двери. Здесь у нас типа лифта, да? Значит, он должен как-то работать. Так. Вот эту я комнату пропустил определенно. Это мне сдается и Коля тут. Он внизу.
Потому что там через дверь я вот не видел бордюров, каких-то перил там. Он здесь. Я же говорю, Коля. Коля еще и шотнул меня практически. Гнида, а? Ты смотри какой. Блять, и не уйти. Почему меня относят от этой атаки в другую сторону? Блять. Коля. Сучий хер этот, а не Коля. Ладно, я хотя бы понял, где его третий раз искать. Или какой там, четвертый. Все заново. Бегаем за Колей, что могу сказать. Бегаем за Колей. У меня хилов не осталось, ни хера. Полетели фармить. Короче, ребята, которые попадаются у нас на этом, как на дороге, в принципе, можно их игнорить, только определенных лупить. Коля у нас по скриптам бегает. Он, значит, сначала бегает по кругу. Потом он заходит все-таки в зал. Ну, смотря как еще за ним побежишь. Потом он заходит в зал. Дает себя на половину здоровья снести. И потом ты должен выбраться в одну не очень приметную комнату и упасть на него, соответственно. Не знаю, если получится его выгнать с того места, куда я пытался его. Ну и чё с камерой? Где я вообще нахожусь? Пиздец. Я не знаю точно, он немного странно себя ведет, он как-то, ну, по-любому его можно спровоцировать, чтобы он бежал только в определенные места. Да, каждый мог меня уебнет, да, сегодня? Давайте пузыри мне свои. Скорее всего, его как-то можно байтить на атаке. Херово, что у меня там полтинник валяется. Я не знаю, смогу ли я его подобрать. Ну и где-то заодно. Спидрайнеры его зажимают в предбаннике. А в каком именно? Это большой вопрос. Я видел, что эти спидранеры также прыгают на него. Вот там, где у меня не получилось на него упасть. Я промахнулся. Я пока летел, он уже убежал. Ладно, будем крепить. Крепить Николая. Примерно я понял, где они его лупят, но видишь. Также я видел то, что вот где я через решетку показывал. Также я видел, что его через решетку лупят. Но он просто далеко от нее стоит. Может быть, надо что-то сделать. Я, может, что-то упустил важный какой-то момент. Он стоит далеко от решетки. Я видел такой какой-то видос, короче говоря. Чувак к нему подбегает, бьет. Николай пытается отбежать. И тот чел тоже отбегает от этой решетки. Николай наоборот к этой решетке подбегает. И он тоже, чел подбегает, тоже его лупит сразу же раскладной пилой. И все. И вот так вот они пинг-понг играют. Он отбегает, бьет его, подбегает, бьет. И вот так чик-чик-чик-чик. Он там что-то прилично сносит.
Ладно, посмотрим, как получится. Спасибо, Сергей, за подписку. Зырек, камушки. О, аттракцион небывалая щедрость сегодня у нас. Серьезно, камней давно не давали. Я хрен знает, что за дикость. Ну давай уже двух толстяков уже забодаем до конца. Ехали Колю тратить дальше. Опа. Одним ударом двоих сразу. Кокардос. Я думаю, что все-таки у меня минус полтинник по-любому, потому что наверное, либо меня там кто-нибудь сейчас завалит по дороге, либо я не добегу до того момента. Все-таки полтинник лежит в Хидетака такой, камон, чувак, ты должен умереть. Но вот этой атаки я не знаю. По идее, вот почему у вас спидранеры его бьют довольно-таки быстро, чтобы он не начал вот именно вот эту атаку идиотскую делать. Как от нее убежать, пока вот что-то как-то у меня не это... Не знаю. Нам сюда. Пока... У меня еще есть, кстати, какой-то ключ железный. Но никакие двери не открывал. Но теперь четко знаю, где Колю искать последний раз. Ну, предпоследний, наверное. Можно попробовать в него стрельнуть. Типа парирование во время того, как он ульту свою копит. Не знаю. Ну, чё, поехали? Эй. Хоть вкратце можно будет добраться. Же у нас никаких рычажков нету, точно. Надо от Коли сначала по это. Туда дым наверх. Блин, а может быть попробовать рычаги вот эти вот теперь подергать? А вдруг они заработали? Нет. И это не работает. Возможно, после Коли они заработают. Потому что у нас, кстати, вот эта вот кормилица Мирго, она рядом с ним где-то находится. Они как-то вот расположены рядышком. А Коли нет. Коли не видал, мужик? Вот он. И он сразу в зал. Ладно. А чё, друзья-то твои вставать не собираются? Вот. Так, главное Колю держать в этом фокусе. Поехали. Николай, здравствуйте. Ой, я почему-то у него выстрелил автоматически. Это странно.
Через зал он зажимает и бьют в парадный. Так он же все равно у меня почему-то исчезает. Все, вот он пропадает. Я его дальше бить не могу точно. Видишь, он хохочет. Тихо. Дальше пошли. Нам теперь наверх. Определенно. О, а что это тут все дохлые? А нет. Это не про меня. Игнорим, короче, этих всех ребят. Давай, за туманом, да, говоришь? Коля. Здравствуйте. Ага, и он удрал. Теперь его надо сначала вот там найти. В предыдущей комнате его надо найти. Вот тут он должен быть. Да, вот он, Коля. Ну, давай попробуем. Нет. Дальше побежали. Я попробую эту фишку еще раз сделать. Ну, вдруг. Коля? Нет, он меня не видит. Ладно, в следующий раз я уже пробовать не буду, сразу же просто побегу туда, куда надо. Так, отсюда наверх. Потом тоже наверх. Я по мосту хорошо узнаю. Там, где он ждет меня. Ну вот. Опа, и досталось Коле. Тихо, тихо, тихо. Странно, но он не делает никаких атак. Вот эти вот волшебные кулаками только дерется. Так, Николай, аккуратно себя ведем. Все, забил Николая. Почему он сейчас не стал свои атаки делать, я не знаю. А теперь я просыпаюсь, я забуду все. А я свои души не забрал. За Колю полтинник насыпали, но своих душ я не успел забрать. Я даже не знаю, где они валяются. Но, может быть, конечно, мне и дадут после вот этой кат-сцены. Повезло то, что я отсюда сверху, прям на него вроде как с ударом упал. Он получил урон и не стал свою атаку вот эту делать. Возможно, из-за этого. Они, по идее, должны души, да, тут валяться, я же не умирал. Ну, я должен просто клетку примерить. Ну, такая, кстати, пососная вообще. Херня. Где душ? Вот они валяются. Тут еще полтишок, да? Да. Первый раз я тут соточку наколотил. Да, детка. Там у нас как раз за поднятым мостом. Моста, что поднялся. Там я видел, горит этот, как вам. Там горит костер. Лампа, факел. Не суть, короче. Да, сейчас качнуться надо. Ну, я думаю, на 2 уровня мне точно хватает. Может, даже и на 3, я не знаю. Давай, сначала в сон, потом все остальное. Туда когда-то надо выше идти. Причем концовка зависит от того, сколько ты... Ну, короче, там
после кормилицы Мирго, сколько ты, короче, пуповин собрал. Чё ты задремал? Кстати, после убийства Миколаша мне сейчас не туда-обратно надо идти. Я сейчас покажу. Хорошо, что я вспомнил. 39, окей. Нормуль. Шапку мы сейчас Коле продадим тоже. 6000. Давай, подожди. Сейчас я соображу. Холодная кровь. Ну-ка, давай попробуем мы бахнуть кровушки, которую я собрал. Я объясню насчет пуповин. 24. Ну вот, еще на левел хватит. Чудненько. Как раз 40-очка будет. Нормально. Так. Значит, вся концовка зависит от количества пуповин. Ты их должен собрать 3 или 4 в течение игры. Первая пуповина у нас... Ну, я забыл. У нас какого-то босса падает. Вторая пуповина у нас находится... Вот, здесь тетка была. После убийства Миколаша это третья пуповина. Дальше в клинике Йозовки самая-самая первый костер, самая-самая первая локация. В клинике Йозовки, если пойти влево, там баба такая вся в белом, она на столе лежит, хохочет. Вот, если ее убить, это вторая пуповина. Она убивается только после паука Рома. Третья убивается, а точнее, вот сейчас третью пуповину я иду за ней. После убийства Миколаша. Вот, Колю убил, пошел сюда вниз. Вот эту вот проститутку, которую мы вытащили из дома, она теперь здесь находится. Не может быть, это кошмар. Разговаривать она не хочет. Вот так тогда. Все, завалили. Туфли. Треть пуповины. Это третья часть. Все, на этом квест закончен. Ну как закончен? Теперь мне нужно... 3 части я собрал. 4-я часть у нас у кормилицы Мирго будет. Вот. Кстати, ну-ка. Ну ладно. Эту, которую мы бабу вытащили с этого, ну практически с первой локации, она там в доме сидела, ты сказал то, что тут можно будет прятаться. Вот, она сюда пришла, здесь сидела, кровь какую-то давала, и потом, после вот убийства Миколаша, третья пуповина вот тут так собирается, таким образом. 4 пуповины ты собираешь, или 3 достаточно, не знаю. И тогда появляется после Германа, последнего охотника, там появляется еще один босс финальный. Здоровенный такой этот мутант. Я не знаю, при чем тут пуповина, ну, сам понимаешь. Так надо просто. Мне хватает на 11 хилок. В принципе, я думаю, что если сейчас что-то с боссов будет валиться, то уже, в принципе, ну, прокачка мне особо не нужна. Так, не то. Вот, средний уровень. Хоры Мирго. По-моему, они... Где-то камень на самом верхнем уровне будет для прокачки оружия. Максимального.
Где сама Мерго, я вот не в курсе. Сейчас будем исследовать и искать ее. Все. Вот пуповина получается одна. Вот, нервом ока. Может, с Викария она падает, Амелия, не знаю. Они все одинаковые. Подожди, использовать нет, показать. Великая реликвия, называемая иногда нервом ока. Каждый новорожденный великий обладает этим предтечей пуповины. Ректор Вильям искал в нерв, чтобы приблизить свое тело и разум к уровню великого. Связал свой мозг с очами. Он знал, что это единственный способ, позволяющий человеку сравняться с ними величием. Великая реликвия, называемая иногда нервом ока. Каждый новорожденный великий обладает этим предтечей. Что, бля? Каждый великий теряет свое дитя и затем стремится найти ему замену. И Идан, бывший великий, не исключение. Если подумать, именно порченная кровь создала эту мистическую связь. Использовать ее, чтобы получать озарение и, как говорится, вырастить глаза внутри. Хотя никто уже не помнит, что это значит. Тут первая строчка то же самое. Великий теряет свое дитя и затем стремится найти ему замену. Третья пуповина ускоряет встречу с бледной луной, что приманило охотников и питало их мечты. Используйте, чтобы получить озарение, ну и так далее. Вот как-то так. Вот прокачка пушки, она как раз вот здесь и будет. Где-то тут, где-то рядом. Я сам жду. Потому что ее же надо будет еще качнуть. Вот тут? Здравствуйте. Так и. Прям через это. Ну, я говорю, то, что тут это немножко странно. Кстати, то кровавая луна. Уже она не кровавая почему-то. Я не знаю. У нее цвет постоянно меняется. Луна становится кровавой после убийства, блин, я не помню, кого-то там. Какого-то босса. Ребенок плачет. Вот мне в ту сторону, по идее. Но только где это происходит? Не работает. Окей. А это у нас приведет. О. Ребята ходят какие-то. Ну вот мы сейчас на первый этаж и приехали. Вот получается, вот этот рычаг, он относится к этому, а этот вот к этому. Все. Плюс-минус понятно. Но там, где мужик вот этот с башкой большой ходит, вот здесь, мне что-то вот не сдается мне туда. Плохо видно? Ну, мне кажется, мне сейчас туда притащит. Главное, лифт я запустил, уже лучше. А к нему никак не упасть. Да нет. Перила не сломаны. Вообще к нему надо. Там стрелок, да, наверху. Ну-ка, иди сюда один. В затылок тому камушком. Во-во-во. Ближе, ближе. Ну, прокачка вполне достаточная. Как бы, ну, все мобы более-менее ложатся. Есть только, ну, момент, когда я просто по щам получаю ни за что, знаешь. А так всего вполне хватает, как бы нет такого, что ты усираешься, блядь, мобов пилишь, знаешь, которых там просто очень жирнючие для тебя. И ты их не везешь. Блин, плохо, что я тут именно с ним встретился. Старина. Спокойно. Хуя, у него дубина кругленькая. Все, выше пошли. Туда нет ничего. В принципе, вот для этой пушки вполне раскачка верная.
Насколько я полагаю. У нас же, да, вот скалирование С, ловкость Д. Ну, прикольно. У клинков, вот, допустим, у них скалирование от ловкости А. Когда ты их прокачаешь как следует. Оп. Кусок. Там хрюшка, кстати, бегает. Вряд ли, да? Да. Сюда не упасть. Так, ну мне либо вниз, либо вверх. Давай вниз сначала. Понятно. Малой слева плачет. Не, ну традиционно я должен пропердолить свинью своей этой палочкой. Медленно, аккуратненько. Так, сейчас мы ему прям... Я прям вижу его очко. Давай, и заряжено. Оп. Я ему руку прям в жопу засовываю. Какая гадость. Ну, это любимая фишка Хидетаки. Я тут ни при чем. В игре, кстати, таких свиней встречается у нас что-то примерно, ну, порядка, наверное, 5. Немного, короче. Так. Ага, ага, ага. Ну да, я тоже, мне это дело немножко прикалывает, но это пиздец как странно вообще. Так, ну давай нам сюда для начала. Угу. Отравление вроде не вызывает. Беготня. Лавиков-то наваливают, а? Все это подозрительно. И никто не упадет на мне на голову, да? Что за хрень? Я не верю в это дерьмо. Хрюшка бежит. Бля, вдруг хрюшка бежит. Бля, можно еще же выше. Тихо. Аккуратно себя ведем. Оп, оп, оп. Ну, вроде норм. Справился. Пузырьков очень много дают. Там свинья, она бежит, она уперлась куда-то в стенку. Такое уже я замечал. Она уперлась в стенку, по-моему, вот здесь у нас босс. Она уперлась в стенку и не может уйти оттуда. Так, а подожди, а что ж тогда вот здесь-то за заход такой? Вот когда ты наверх вот сюда поднимаешься. Свинью отсюда слышно, потому что она вот где-то наверху вот здесь прям застряла вот в этом углу. Ну, хотя бы я более-менее знаю, как локация устроена. Так, отсюда наверх, и по идее я должен... Вот, свинья это. Короче, я должен выйти на площадь. Ни хрена у нее глаз. Она опасна, короче. У других свиней столько глаз не было. Я должен к тем мужикам выйти, по идее. Площадь одна. О, говорю, она жесткая. Все. Нет, не добил, что ли? Такая неугомонная хрюшка. С них всегда кровь падает. Ну, по 2, там, по 3 бутылька. Так, надо попробовать максимально близко ее не подойти. Обычно они меня не слышат. Давай, давай, давай. О, блять, нет. Я поторопился. А может быть я подзабыл, и у всех свиней много глаз. Хрен его знает.
Ну вот эти чуваки ходят. Я их, получается, с другой стороны просто обошел и все. Холодная кровь 11, кровь сородичей. Я уже могу качнуть себе левел. За свиней много этого дают. Душ. Я только не знаю сейчас. Тут их, вот этих вот ребят много. Надо как-то их вытаскивать желательно по одному. Вот здесь я подходил. Ну давайте, кто-нибудь первый там. С этой толпой не очень хотелось бы драться. Много, потому что. Первый. Давай. Чё, ты забыл уже тут же про меня? Бля, кореш твой помнит, кстати. Иди сюда. Вот. Разделяй власть-то. Цыпа. Ха-ха, подстава какая, да? Я думал, у них только катаны. Ну или что там у них. С каждого сколько пузырей крови. Пузырьками просто закидывают. Почему именно так? Тут можно, короче, просто по этой локации пробежаться. Пузырей нафармить. И этот как его... И душ собрать. Свиньи не очень как бы жесткие. Разошелся. Блять, и тот еще не сдох. Ну вот опять. Подстава ссаная. Короче, они остаются на одном хп и все. И тут же прыгают тебе за спину. Я просто одним глазком взгляну. Нет, кормилица Мирго у нас тусит там, где этот, как вот там такая коляска стоит. Я бы ее узнал. Я не знаю, что это за барышня. Но она как враг не определяется. По-моему, такая стояла, где у нас этот, какого, паук Ром был. Только в черном, кажется. Лестница. Так, что я с ней могу сделать? Ничего. Я еще здесь посмотрю. Опа. Говорить никак. Угу. Пузырек Йозовки не подобрать. Ну, это лечилка. Вот у нас еще один лифт. Срезка. И по идее он у нас ведет... Ну, так или иначе, по всем лифтам ты пробегаешь, короче. Да. И ты остаешься... Как мне туда попасть, интересно? Что там мне сдается? Вот это, где злой дядька ходит. Вот там можно найти тот самый камень кровавый. Бля, мне туда не попасть вообще. А может быть и не тут вообще. Может быть мне Google в помощь. Ну ладно. Еще у меня какой-то ключ от металлической железной двери, что ли, я собирал. Я же его так и не применил никуда. Может быть он в самом начале вообще уровня, с самого начала вот этого большого замка. Не знаю. Так-то бы хотелось, конечно, пушку заточить. На 10. Ладно. Че, не знаю, сейчас, в принципе, можно хп, что ли, кусочек качнуть. Ну, толку с этого
В принципе, все, что надо, я уже прокачал. Особо мне погода не сделает. Угу. Тут 2 единицы добавляет, а тут одно. Значит, ловкость качаю. Так, мне куда-то сюда. Нет, выше. Так, я пушечку починю на всякий случай. Ну, на 500. Подистоскалась. Сейчас выше пойдем, посмотрим. Может быть, еще и до босса неизвестно сколько идти. Ну, раз уж тут баба в белом стоит, скорее всего, по прямой этот кормилица Мерго будет. Не туда. Подожди. Где я нахожусь? А, ну, примерно. Это меня выше, да? Да. Ладно, пойдем. Здравствуйте, женщина. Нам еще выше. Давай, 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 давай. О, студенты сидят. Да, ну вот она. Босс. Королева Мерго. Вообще без понятия, как ее бить, но давай на всякий случай поставим какую-нибудь бумагу. Допустим. У нее голова длинная. А что, головы нету? Ну как хотите. Ага. Что-то кувыркаюсь тут вокруг нее. Темно тут стало, а их почему-то 2. Ок. Это какая-то ее ульта, что ли, походу? Она вторую призывает. А зачем коктейли молот? Если бы я знал, зачем они, как бы, ну, это наносит ей больше урона. Мне кажется, вряд ли. До босса, кстати, не очень долго бежать. Как с Гаскоином ему между фазами кидаешь двойной урон. Если бы у меня они были еще. У меня там что-то есть немножко, по-моему. Вот, ставим.
Я попробую. Попробую пошвыряться. Чё тут? Тут может также в середине хп босса кидать. Ну, примерно, да, надо посмотреть, как это. Но она уже тут, она уже ждет меня. Нормально. Сколько вообще у нее коктейль снесет? Да. О, пошел замес. Я говорю, когда первый раз ты к боссу приходишь, он не такой дикий. Но когда приходишь по следующие разы, он страдает какой-то уже херней. Стандарт, заходишь за спину, лупишь. Тут, по-моему, 90% боссов тут так действует. Исчезла. А ты где? Я понял. Да, ультушечка пошла. Я ее отметил, я ее по шарику вижу. Кстати, она действует примерно вот у нее. А, вот, блядь, так. Ну, давай. Ну да. Тихо, 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 тихо. Она примерно действует как танцовщица, кстати. Да ну, это же, кстати, даже не пол хп. Вторая появилась. Ну ладно. Ну на тебе еще одну догонку. Ну еще. Так чисто. А, в этот вот так вот, да. У нее такие размашистые удары, вот очень похожи на танцовщицу. Эх, перепрыгнул ее. Херня, сейчас завалим. Ручек много, но она в них путается. Все, она отъехала кормилица Мирго. А нет, слушай, это ульта какая-то будет. Я прям вижу. Слушай, блин, мне бы еще. А вот так. Ну, по приколу. Застрелим ее. Все. Зачем мне идти на нее, да? Если можно не идти. По-любому она там в жопе какую-нибудь ульту для меня приползла. И чего? Что-то ни костра нет, ничего. Игра только сообразила, что я ее завалил. Ладно. Вот костер появился. Так, ну чё? Да, вернуться в сон охотник. Все пуповины у меня собраны. Я не знаю, где искать камень, чтобы прокачать до максимума пушку. Какая-то дверь, которую мне дали ключ. Я полагаю, что так. Все горит к херам собачьим. Нормально, да. Хорошо разошелся. Так, распределить сначала. Прекрасно, там бла-бла-бла. Сейчас мы идем на этого. Сейчас мы идем на Германа. И потом убиваем финального босса. Да. Давай штучки. А, 2 я только могу купить. Хорошо.
Да, вот дядька в коляске. Вот, все верно. Вот это Чикаги. Мне до него не хватает вот 12 этих. У него скалирование, кстати, идет от ловкости и от силы. И С, и Д. Короче, он прям по всем фронтам. Пушка неплохая, но, наверное, на НГ плюс она лучше зайдет. Все, да? Давай-ка починим оружие на всякий случай. Если это возможно. Да, возможно. Но, к сожалению, вот не хватает кровавого камня. Ладно, ладно. Что у нас? Можно что-нибудь купить? Вот, кстати, огненная и такая бумага еще. Все равно у меня 27 озарений. Давай 5 бумаг. 5 вот таких возьмем. Вот просто так, потому что могу. Кровавый камень 60. Я что, должен был всю игру копить эти осколки кровавика, чтобы здесь его потом купить? Да вы обалдели, что ли? Да. Если оно не ищется там, тогда это полный бред. Ну, в смысле, это не ищется в последней локации, тогда это полный бред, если вот тут, ты только тут можешь купить за 60 озарения. Герман ждет у тебя подножья великого древа. Вперед, добрый охотник. Добрый охотник, твое присутствие как-то успокаивает. Ну, понятно. Она повторяет. Повторяет одно и то же. Давай мы сейчас еще пузырьков возьмем. Ну так, чисто сколько вот получится? 9 штук. Все. Пустой, как пробка. Давай, наверное, перекур и пойдем Германа лупить. Сейчас я подойду. Итак, продолжим. Идем к Герману.
Значит, как раз у нас Герман предложит 2 концовки. 3 точнее. 3 концовки он предложит. Можно типа согласиться, повиноваться, там что-то ему, он тебе голову отрезает. Это худшая концовка. Если ты с ним не соглашаешься, ты с ним дерешься. Вот. И если ты собрал 3 или 4 пуповины, точно не знаю, по-моему 3 достаточно. Если ты собрал 3, допустим, 3 пуповины, то у тебя попадается, ну, вылезает еще один финальный босс. Давай, пока, Герман. Кстати, чем-то вот локация, арена, похожа на Секиро, когда ты последнего босса там бьешь. Давай, дядя Герман, поговорите. Ты отлично справился, добрый охотник. Близок конец ночи. Теперь я окажу тебе милость. Угу. Ты умрешь, позабудешь этот сон и проснешься в лучах утреннего солнца. Ты будешь свободен от этого ужасного сна. Вот, предложить свою жизнь, либо отказаться. Вот, предлагаешь свою жизнь, он тебе голову отрубает, и финал, короче. Это типа наихудший вариант. Мы отказываемся. Будем познавать всю глубину наших глубин. Сейчас будем с Германом лупиться. Ну и ну. Что это было? Охота, кровь или кошмарный сон? Я не могу сохраниться. Я не могу сохраниться. Это не так работает. О, это не имеет значения. Помощнику охотника постоянно приходится улаживать такие дела. Вот я за его косой, блин, всю игру бегал. Хотелось бы, вот она самая крутая по мне. Сегодня Герман поучаствует в охоте. Давай, Герман. Угу. Падла какая. Слушай, может на парирование его ловить? Лютый какой. Он резкий, как понос. Вот и все. Ты должен принять свою смерть. Чувствую, с Германом мы сейчас посидим. Попробую его спарировать. По-моему, сейчас я проверю, могу ли я фармить. Ну да. Если что. Где дед-то? А, вон, бежит уже. Ну давай. Отгрыз чуть-чуть у него. Парировать можно. А, он косой подтягивает к себе. Атака забавная, но... И все, я сдох. Сучонок. Я даже не понял, что произошло. Потому что камера вот так вот летает перед башкой, перед глазами.
Где он? Давай, дедуля. Валяй. Не могу понять, в какой момент. Давай, допустим, так. Тихо. Дедуля, спокойно. Главное, ни в какой крест не упереться. Камера резко тут колбасится в разные стороны. Да ёпта, дед, дай отойти-то хоть. Тихо. Главное не жадничать. Он пушку достал, ну точно. И косу разложил свою. Ультанет, да, стопудово? Но он психанул. Так, раз он психанул. О, как. Тихо, дед. Блять. Он почти добил меня. А сейчас его не спарировать, короче, почему-то. Надо, короче, быть непредсказуемым. О, мне пиздец. Ну, почти. Блять. Пушка, молния, бумага мажут, и сначала битвы его на бэкстебе ловят, а потом на парировании. Угу. Я даже не знаю, как его на бэкстебе-то тут поймать для начала. Но я так и понял, что вторая фаза, когда он дикий становится, его проще на парировании поймать. А он, когда он уже часто начинает атаковать, тут как вариант его поймать на парировании. Ну, так же, как у нас с дедом был тоже, который тут летал. Чего его жмут до тала, если начали бить. Блять, ну не зайти за ним, ему за спину. Видишь, он лупит, блять. Как бешеный. Себе подтягивает. Блять. Да вообще нихуя с ним не сделать, походу. Ёбаный Герман. Я пока даже не вижу смысла его пушку мазать, я сейчас просто молнию просру.
Но есть удар заряженный. Есть удар заряженный просто. Но пока я его заряжаю, он меня скорее сам подтянет. Вот таким вот образом. Видишь, что он делает? Нет. Расстояние тут, короче, важно. На. Мы друг друга ударили, но мой удар не засчитали вообще. Блять, ты заебал, дед. Есть какие-то мгновения? Когда его можно поймать, окошко вот есть какое-то небольшое. Блять, он резкий вообще. Все, тихо, лечимся. Прям Рубилова идет. Сучий дед. Твою мать. Я где-то в стенку уперся, я себе не вижу даже. Ах ты, сука. Ну давай. Так, дедуся, подожди. Подожди, лечиться надо. Тихо, тихо, тихо. Главное, дистанцию вообще держать. Где он, блядь? С какой стороны? Где дед? Блядь, ну, камера подводит. Бля, сердце колодится, пиздец. Давай, дедуля. Да, дедуля поймал. Ну давай. Тихо, 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 чуть не захерачил. Тихо, все, отходим. Пиздец, у меня хилов нет. Тем более. Ну, я хуй знает, у меня последний ва-банк, короче. Пиздец. Чуть-чуть осталось, он буквально несколько ударов ему. Ну, 4 примерно. И молнию просрал, короче, и все хилки нахер потратил. Да. Так. Подожди. Убрать. Это тоже убрать. Восстанавливать большое количество. Вот это мы ставим.
И временно увеличить выносливость тоже ставим. Ну и все, короче. Что хилыться, фармить. Веселый дед. Да, мне как-то удобнее его без парирования лупить. Я так понимаю, что все хилы нужно растянуть на двух боссов одновременно. Я услышал. Да вы заебали. Вот с этого еще может выпадать. Ну, выпало с того. Ай, ладно, и к деду сбегаем, чё уж тут греха-то. Как я быстро прохерачил все хилки, а? Удивительно. Столько там мне в конце их давали. Я еще докупал сколько. Все равно все улетело. Буквально за пару траев. Камушек. Вдруг я на НГ плюс пойду. Или в дополнении пригодится. Если она вообще работать будет после того, как я пройду. Да хотя еще неизвестно, как я ее покупать. Давай еще раз я сбегаю. На вырученные деньги можно будет купить еще хилов. Но у меня еще две баночки с собой сейчас в загашнике. Одна совсем крохотная, прям вообще ни о чем. А другая вроде чуть-чуть побольше. Хоть какой-то этот. Какая-то фора. Я одним ударом всех убил. Чудеса случаются. Что звук пропал? Сейчас, секунду.
Ну. А, пошел процесс. Бывает что. Ну. Ну ладно, так пойдет. Технические неполадки. Все, есть контакт, все работает. Чё-то карта захвата подглючит. Маленько. Было бы неплохо, если бы не нужно было бы хилки собирать. Ну, не восстанавливаются они, к сожалению. Это прям жутко сбивает темп. Допустим, траешь ты того же самого Германа. У тебя хлоп, хилки закончились. Побежал фармить их. Да, может быть, тем самым, конечно, ты, может быть, и отдохнешь, пока туда-сюда бегаешь. Подумаешь, допустим, над этим, над своим поведением. Подумаешь, допустим, над тактикой. Может быть, это у нас Великий замышлял. Я не знаю. Ладно, Герман, иди-ка сюда. Так, все. Хилки есть. Молния есть, помчали. Да, тактика галактика. Сучка, тут же поймал. Где он? А то он улетел вообще. Ой, там ты меня не поймаешь. А теперь поймает. Да, блядь, ну дед. Сучий потрох. Я, блядь, застрял где-то в могилах там.
Твою мать. Ну, мне повезло. Ой, Дида. Да, хер там. Долго бежал до него. На парирование его пока можно ловить. О, пушечку достал. Случай прыщ. Бля, тихо. Тихо, лупим. В сторону. Нет, я подожду. Пошел тоже со своей ультой. Я тоже зажигаю. Ну, кто кого парировал. Он меня. Тут что-то вот не очень парирование работает, я смотрю. А сейчас может быть, но нет. Поздно выстрелил я. Блять, я где-то в текстурах там застрял. Кино уперся. Что про... Я даже не понял вообще. Ну опять он также меня ёбнул случайно просто. Вот рандомно выстрелил. Точнее, он рандомно упал куда-то в какую-то точку, короче говоря, арены. И все, и ты умер. Умер просто так. Не знаю, то ли надо под него бежать, то ли от него. Хуй его знает. У меня теперь на одну хилку меньше. Когда-то я могу его атаку перебить, когда-то нет. Дотянулся. Дед меня чуть не захерачил случайно. Да ёб твою мать. Всегда ловит. Ну вот опять каша какая-то из направлений камеры просто идет. Ну да. Ёпта. Ну такое. Ладно. Ями. Чуть-чуть ему напиздюхал. Трошечки так. Ну и что делать будем? Так, тихо, 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 дед разошелся. Прям на безопасное расстояние надо удрать от него. Полностью выхилиться. Не то. Тихо, 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 дед бешеный.
Ну, а чтобы он не взлетел. Блять. Вот что происходит? Я практически себя не вижу. О, блядь, дедуля. Так. Ночь и сон были долгими. Добычу уничтожен. Значок старого охотника. 128 тысяч за деда дали. Ну так как у меня есть пуповина. Я не знаю, надо ли его еще раз будет лупить, если я вот здесь проебу. Будет очень обидно. Вот эта хрень появляется, если только у тебя все пуповины собраны. 3 или 4, не знаю. Не помню. Хуя у него вагина какая. Высосала, блядь. Всего меня высосала. А что, мы драться с ней не будем? Нет, слушай, не будем, походу. И чё? Итак, охота снова начинается. Я, короче, за Германа стал. Теперь эта каталка моя. Круто, ебать. Да, а я думал, я буду с этим животным биться все-таки, но нет. В принципе, Bloodborne не очень длинная игра. Она у меня заняла, вот получается, 7 стримов. Но не шибко много. По сравнению с третьим Dark Souls, который у меня там что-то стримов 12, по-моему, или 14 занял. Как-то так, но с дополнениями. Она не очень сложная, кстати. Она гораздо проще, чем третий Dark Souls. И, наверное, чуть-чуть посложнее, чем первый. Вот. Оружия не так уж и много, кстати. Боссы, в принципе, при правильной раскачке, боссы все вполне проходятся быстро. Оружия, кстати, не так уж и много давали. Тебе 3 в начале дают оружие на выбор. Подкачай, что хочешь. Вот, потом ты собираешь по дороге еще 2. И потом оружие 3, кажется, тебе дают за прохождение. Ну, боссов. Боссов прошел, вот можешь купить. Катану зря не купил. Так, если я ее даже куплю, она все равно... Я ее даже купить не могу, пока у меня не прокачано 5 пунктов вот этого вот на кровь, там, что ли. Как-то так. То есть ты сначала должен вкачать определенные статы, и потом у тебя загорается плашка, вот ты типа можешь купить это оружие. Вот. Ну вот этот Чикаги или да, по-моему, Чикаги. Этот меч. Он, ну, как бы неплохой, но он скорее больше магический. Так же, как и меч Людвига, под который Людвига, по-моему, меч я мог купить. Вообще, вот меня всего больше интересовало в этой игре, ну, как бы я посмотрел, типа, какое самое крутое оружие в игре. Это вот клинки милосердия, вот эти двойные, которые... Это... Клинки милосердия, ну, вот именно без дополнения игра, если... Клинки милосердия, потом самое первое, вот этот топор двуручный, который тебе бесплатно дают. Вот Чикаги и вот этот вот Германа коса, потому что она раскладывается как двуручный, становится обычной косой, и можешь ей как одноручной пользоваться. Она в принципе как пила примерно так же работает. Вот. Но коса Германа, как бы, у нее очень длинный размах, как бы. Если ей правильно пользоваться, то можно на НГ+, как бы, очень хорошенько нагибать. Вот.
Ну, в принципе, вот вся игра я пока не могу скипнуть, как бы, ничего, поэтому дождемся финала, ну, как бы, конца титров. Я все-таки куплю эту косу, наконец-то. Как раз мне там по-любому на нее хватит. Только я не знаю, может быть, она по статам что-то более требовательное. Надеюсь, что она не будет такой. Вот. Чикаги меня особо не интересует. В принципе, Чикаги это тот же самый меч, такой же у нас валялся в этом, в Elden Ring. Вот прям один в один. Тоже на кровоток, вся фигня, как бы боссов убивал, как бы тоже он, вот тот меч убивает тоже неплохо боссов. Вот. Часть, кстати, ну, много чего с Bloodborne перетекло в третий Dark Souls. Некоторое поведение боссов. В принципе, тут хорошо, что щитов нету. Это немножко закаляет тебя как парирующего игрока. Чтобы вот именно повороты учить. Перекаты, точнее. Перекаты, чтобы учить. То есть, короче говоря, я думаю, все-таки вот новичкам... Я уже, в принципе, могу себя считать не новичком. Это уже получается, что третья Souls игра как бы пройденная. Лучше начинать, наверное, с Bloodborne, потому что он самый такой, по-моему, казуальный. За 2 часа 3 босса, да. Я думал, четвертым мы еще драться будем, но нет. Все равно, по сути, я получил лучшую концовку. Я думал, то, что мы сейчас с этой здоровой штукой будем драться. И если ты ее не прошел, то будь добр сначала Германа завали. Либо у Германа там, допустим, могла быть вторая фаза запросто. И потом еще вот босса. То есть 3 фазы босса надо было бы убивать, знаешь. Но тогда еще Секира не вышла. Тогда Хидетака вот именно в Секира повернулся на той фигне, то что надо 508 боссов. 508 фаз у босса. Каждого ты должен тратить заново и заново. Вот. Кстати, 3 босса. Вот эти вот тени Ернама, которые тут были. 2, которые с катаной, 1 стреляет огнем. Это у нас вот тогда уже Хидетаки Миядзаки, у него начались эти, как его, загоны. Вот он в Elden Ring эту всю фигню перенес, когда у тебя там по 3 босса запросто, знаешь, что ты их убиваешь, контролишь ситуацию прям на 3 боссов сразу же. Это вот отсюда у него перетекло. По несколько боссов, чтобы ты сразу же лупил. Вот. Так-то, в принципе, игра прикольная и стильно сделана, как бы, и все здорово. Играется отлично. Но реально, она не очень сложная. По крайней мере, мне сейчас так кажется. Чё там, пепел костного... ну тут у меня загрузка какая-то пошла. Посмотрим, я, может быть, потом еще попробую дополнение купить. И если это совсем... Ну, типа, не надо заново игру всю проходить, чтобы дополнение заработало. Отлично. Контракт подписан и скреплен печатью. А теперь начнем перелив. Это начало игры. Короче, если получится не проходить всю игру заново, тогда я, короче говоря, возьму дополнение и все-таки пройдем дополнение до кучи. Там дополнение всего 5 боссов, по-моему. Вот. И они все как бы являются обязательными. Там нет то, что обязательный, не обязательный. Вот тут в оригинальной игре, тут, по-моему, ну, штук 8 обязательных, по-моему, и штук 5 или 6 необязательных. Вот. Это могу пропустить? Нихера. Вот. И ты тут попадешь либо к ним, либо не попадешь. Ну, странно немножко сделано, конечно. Но в духе, в принципе, Dark Souls. Вот если третья Dark Souls, она, допустим, как коридор, просто чик. Бежишь и все. Вот у тебя есть босс и костры. Вот. Первая часть немножко по-другому сделана. Тут, кстати, вот дизайн локаций, в принципе, здесь. В каком-то роде немножко вот и кусок от третьей, ну то есть третью и первую вот так вот слепили воедино. И вот прям дизайн локаций такой вот тут. Как бы ты с каких-то локаций сможешь перейти в другие локации, минуя третью, допустим.
а в какие-то нет, допустим, так вот. Ну и также то, что ты вот по этим, по надгробным плитам перемещаешься туда-сюда. Вот. По надгробным плитам перемещаешься. Это НГ плюс уже пошла. Вот. То, что ты перемещаешься по надгробным плитам туда-сюда. Ну, да. Это тоже, в принципе, взято с третьей части. Первой такой точно не было механики. Мне даже вон бережно сохранили мои хилки, там всех дел, вот это вот все на месте. Че, давай отомстим. А чё у него сразу полздоровья? Мужик, ты чё? Сразу полздоровья, не? За него 2000 дали. 3 пузыря. Их что. Сейчас я костер зажгу. Чё, похоже, с чудищем биться, если не все пуповины соберешь? Ну, может быть. Может быть. Но я как бы собрал все. А чё? А, вот. Пули, кстати, здесь, по-моему, они не лежали. Если я не ошибаюсь, но, по крайней мере, не 9 штук в самом начале. Скорее всего, мне кажется, некоторые тут эти какого, некоторые предметы поменялись. Сейчас я костер зажгу. И мы посмотрим этот... я куплю косу, и мы ее качнем сразу для прикола, да? Ибо есть чем, и есть на что. Мы ее качнем и посмотрим, как она лупит вот на том жердяе, который у нас бесявый самый стоит. Ну, я говорю, то, что коса прямо шикарная. И, кстати, на НГ+, эту игру ты уже будешь бежать гораздо быстрее. Потому что ты знаешь, где что находится, в какую тебе точно сторону. Ты уже точно не потеряешься. Ну да, все повторяется, в принципе. Но они даже не это, как его не предложили, типа, хочешь ли ты выбрать НГ+, либо еще раз хочешь обычную игру пробежать. Не, ну а вдруг там, знаешь, тебе может быть было сложно, чувак, не хочешь? Ну, а вдруг тебе этот проект понравился, но ты его выстрадал просто. Купить предмет. Бам-бам-бам. Угу. Ну, у нас, в принципе, все пушки доступны запросто. Шлем Кейнхерста, кстати, есть. Рукавицы Кейнхерста, маска с клювом. Ну, все, что я продавал, короче, вот колпак Германа. Одеяние Германа, можно в Германа прям одеться. Все, что я продавал, короче, это есть опять. Вот она, Чикаго, кстати. Я теперь ее могу купить, мне денег хватает. Все понятно. Она до этого нельзя была. Клинок погребения, 60 тысяч. Бам. Ну давай, раз уж ты просил, да, по традиции мы, короче, Чикаго и берем. Вот она, Чикаго. Ставим. Клинок погребения. А сюда. А, Чикаго я одеть не могу. У меня ловкости почему-то не хватает. Нет, я его купил, короче, но одеть не могу. Я не могу ее одеть. У меня не соблюдено вот это вот оттенок крови. Купить-то я ее купил, а тут толку от нее. Вот, в общем, клинок Германа. Тут они мне оружие предлагают. Тут они пистолеты мне предлагают. Ой, Герман здесь. Хе-хе. Давай, усовершенствовать оружие. Угу. Хорошо. Давай, качаем. Насколько получится.
Ну вот как раз я его заточил на плюс 9 сходу. Что у него скалирование от ловкости Б и от силы Д? Ну не знаю. Ладно, нам же только посмотреть его, в принципе. Если я накоплю еще 60, ой, еще 40 озарения, то есть если я пробегу почти всю игру, ну, либо большую часть игры, то я смогу купить еще камень. А все локации открыты? Нет, все закрыто. А сюда? А вот то, что я сюда чаши вставлял, это осталось. Ну, это по определенно, это идет новая игра плюс. Да, денег, в принципе, много, я купил катан. Ну, в принципе, знаешь, если второй раз проходить, как бы у тебя уже осколков будет, отголосков, точнее, больше падать, и ты вполне можешь прокачать себе другие, там, допустим, до 50 уровней сила, это достаточно вполне на игру. Плюс, может быть, и не хватит, но на первое прохождение силы 50, это вот за глаза прям. Вот так вот у нас получается двойная коса. Вот просто первого моба ловим за жабры сразу. Давай, сейчас его вытащу отсюда. Давай, заряженный удар. О, ну, размах просто огромный. Мне нужен жирный чел. 700, кстати, за одного дали моба. Тут столько накачать себе можно делов, это вообще труба, тогда я точно могу сказать. При первом прохождении тебе за одного моба дают 50 всего. А тут... Ой, не добил. Оно не жирнее, соответственно, стали. Вот прикинь, какой у меня размах. Я вот тут стоял. 500 за одного моба дали, в 10 раз больше. Ёбнуться. А, что, с другой стороны? Семёныч. Давай, оп, тресь. Как они шикарно просто улетают вообще. Мое почтение. Ну, давай сложенный. Заряженный удар. Бам, тоже. 7 соток минуса. Это шикарная пушка, я точно могу. Официально могу заявить, что это шикарная пушка. Шикарный пушка. Вот, и чисто под нее, как бы, можно вполне собрать, ну, там, докачать, что там она требует, какие-то эти, какие-то там штучки, ну, какой-то определенный статус. Ой, не статус, камней, кстати, больше дают. Что она требует? Подожди, она от силы Е скалируется? А, ну да, если еще и Я не знаю, кстати, сейчас проверим, она мажется вообще или нет. Короче, она теперь от силы, скалирование у нее Е, силы у меня 50. Она просто лупит, как Иисус. С учетом того, что у меня даже самоцветов не стоит. У нее от ловкости скалирование Б. И если вот тайну я еще вкачаю, то есть тупо бежать НГ плюс и качать только тайну тоже на полтос, она будет так выносить просто вообще. То есть эту игру еще раз можно пробежать, чисто, знаешь, чтобы кайфануть вообще. У нее замах просто лютый. Вот, где-то тут пачка мобов. Иди сюда. Вон тут их банда там ходит. Подожди. Ну так, оп. Оп, двоих сразу. И троих можно. Тихо. Ну что ж. Ну тут надо еще привыкать, как бы, именно какой у нее радиус замаха. Там, где у нее, получается, рукоятка заканчивается, он же не лупит, он именно вот этим вот, закрученный вот этой острием косы, короче говоря, она вот этот задевает каких врагов, вот это вот надо расстояние вычислить.
будет как бы норм. Не, ну очень круто. Очень крутое оружие, реально. Прям и вот его стоит, ну, главное привыкнуть к его мувсету этого оружия, и его прям стоит с камнем заточить на плюс 10, и оно будет. Шмотки Генри? Какого Генри? Деда, в смысле, вот этого, как его, Германа? Да, нет, они вряд ли там хоть как-то тебе помогает. Это не про шмотки игра. Они просто, ну, ты просто меняешь всегда визуал. То, что там у них какой-то там этот... То, что есть какой-то там этот... То, что что-то поменяется у тебя, не надейся. Ну, типа, знаешь, неважно, какая одежда у тебя. Вот, я примерно выбрал для себя какой. 1400 за одного дали. Охренеть просто. Я выбрал примерно для себя какое-то определенное расстояние, откуда я могу их убивать. Откуда я достану их. Тихо, тихо, тихо. Ну что ж ты? Да, ёпа мать. 20 штук просрал. Хотел срезочку открыть. Но они тут, кстати, бьют, я смотрю, больно. Прям вообще. Ну, надо думать, НГ+. Все в 3 даже, да, наверное, где-то так раза увеличивается. Здравствуйте, военкомат ждет. Хорошо, я приду. Завтра только на работу схожу. И давай, заряжен. Нет. Оп. Вот так вот. Поставить камни. Да, нет, зачем? Если уж я целенаправленно соберусь бежать игру, то может ее и поставлю. Давайте, ребят. Ну, кстати, пушка не мажется ничем. Тихо. Но жира, кстати, побольше. Жира у них больше. Когда-то ты ложишь их с одного раза. А некоторых прям надо это. С учетом того, что я ее заточил на плюс 9 пуху. Это немножко странно, кстати. В самом деле не шутки. Но посмотрим, насколько это будет не шутка. Как говорится, поживем, увидим. Давай-ка вот этого урода. У него рейндж длинный. Сейчас посмотрим, как он атакует. Ой, заряженная такая. Да, ты падла. Бля, ну он меня, в принципе, выносил и тогда. 2 сотки всего, а что так мало? 300, по 500. Так, слава богу, я хотя бы ворот открыл. Эй! Я так и знал, что тут у вас сзади. В принципе, игра вполне вот так же, как ты начинаешь, только с каждым боссом пожестче. Я не против, если за карты и кредиты платить буду, тогда можно и поговорить насчет мобилизации. Парировать лучше, я понимаю, но я вот хочу. Я пока косу Германа вот и юзаю. Мне интересно, как она работает. Напарировался я уже. О, у него мои души. В принципе, вот как ты игру начинаешь, тебе сложно. И так далее, как бы ты
Каждый моб тебя убивает. Каждого моба надо по несколько ударов сделать. Тут, в принципе, почти то же самое и вышло. Сука, голова мне ёбнула. Ты смотри какой. Но урона мне почему-то не дали. Сколько? 3000 за него? Официальные лица даже уже сказали, что если ты там, то все равно будешь все платить. Да. Кстати, я читал то, что ты, короче говоря, продолжаешь платить ипотеку. Допустим, если у тебя есть ипотека. Но просто быстрее с ней рассчитаешься. Вот они немного с юморком, короче говоря, объяснили это дело. Как бы все нормально, чувак. Твои долги останутся с тобой, как бы, но только ты быстрее тупо с ними рассчитаешься, потому что у тебя зарплата стала чуть выше. Но такой вопрос, насколько чуть выше? Сомневаюсь, это что тебе там прям 200 косарей будут так же, как контрактнику платить. Скорее всего, всех, знаешь, уравняет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, затыкали прям. Уебашки какие. Тихо, мужики. Спокойно себя ведем. Кстати, для косы Германа неплохо было бы... Для косы Германа неплохо было бы выносливости. Сколько она мне за удар? Ну, раз. Подожди. Стой, стой. Давай, считаем. Раз, два, три, 4, ну 5 ударов я смогу сделать. В лучшем раскладе то, что я буду сносить по 500 где-то. Ну смотря тоже какой моб. Но на НГ плюс ты можешь, конечно, прокачаться люто. Крови. Хотя... Подожди, если у тебя уже хрен знает какой уровень, то получается у тебя и стоить он будет подъем дороже. Так что в принципе одно другого нивелирует, я так скажу. На НГ плюс единственное, что ты уже хоть как-то вкачан, и просто тебе больше лута падает количество. Ну, немногим она, короче, отличается от обычной игры. Было бы смешно, не будет и правды. Да, да. Вообще посмотреть надо, как это что. Просто, ну, у нас законы, порядки, все меняется на ходу. Ну, я, кстати, сегодня смотрел эту таблицу, кого призывают в первую волну там и так далее. Любопытно. Видишь, засекреченная информация. Ну, этих ребят также приходится лупить такое же количество раз, как примерно, да, при первом прохождении. Единственное, что у тебя пушка на выбор другая может быть. Хилов, допустим, побольше с тобой. Так-то, в принципе, забавно, знаешь, пробежать еще раз НГ+. Но я, наверное, это делать не буду. Так, может быть, знаешь, вне стрима покайфовать. Может быть. Если получится дополнение, допустим, купить. А на что же там дополнение после какого-то определенного условия срабатывает? Но вот в DLC проходить, зная Хидетаку, проходить DLC на НГ+, это, по-моему, такое вообще себе удовольствие.
Угу. 7 лет от родителей услышал. Ребенок в 7 лет не будет ставить запятые. Я тебе так скажу. У меня дочке 8 лет. Жалко у Чикаги, кстати, требования, блин. Я бы его бы тоже попробовал. Умный ребенок. Ну да, нам бы Эйнштейны не помешали, кстати, да. Кстати, Эйнштейн вообще двоечником был. Ну-ка, с ударом. Оп. Эй, не попал. Ладно. Так, там я все собрал. Пробуем, да, наверное, церковное чудище-то запердолить. Ну, вдруг. Так, чисто по приколу, пока вон время есть, еще час стрима. Кстати, Достер, а сколько у тебя этих родных братьев-то? Я забыл что-то. Один, по-моему, да? Не, ну коса шикарная просто. О, призвать отца Гаскоина. А нахрена? Сорян. Ну, точнее, я знал, что он номер, я просто забыл. Прости. Вот, так ладно. Че он не парируется? Ты че не парируешь? Ну парируйся. Интересно, зачем нужно призывать Гаскоина? Что мы с ним делать-то будем? Прям тут. А, прикинь, если у тебя пушка, кстати, не прокачана. Это же еще жестче. Вот прям если у тебя просто вот никак не вкачана пуха. Тогда ты попал, короче. Так, давай, наверное, мы втопим сразу же, да? До босса. Что мне это позволит сделать? Ну, дайте пройти-то. Да, где-то же здесь. Где-то здесь у нас же был этот, как его, факел. Костер. Нет, я не на Гаскоине. Почему-то я могу этого Гаскоина призвать. Это очень странно. Я на на церковное чудовище. Так просто посмотреть, как она работает. Здесь раньше осколков кровавика не было. Попробуем. Просто мне тупо интересно, сколько жира у этого босса. Тут у всех примерно, ну, раза в 3 так же, как за них вот дают. Как за них дают отголоски.
столько примерно жира у них и есть. Да, даже они сложные. Потому что ты должен по ним хрен знает сколько ударов сделать. Причем, если сейчас даже пилу выхватить, ты все равно, короче говоря, все равно будешь так же убивать с такой же скоростью. Чего ставь сейчас на... А. Так я хотел вообще как бы немножко поэкономить на хилах. На босса оставить тут их 12 штук. Я же не... Я даже хилы сейчас не могу себе пофармить. Они тут где-то падают с кого-то, но... Их ничтожно мало. Ну вот с этого мужика, который тут теребонькает эти как его ворота, вот с него хилы падают. Давай призовем. Я его подожду пока тут. Просто для прикола. О! Мне не совсем понятно. Если я призываю Гаскоина, то Гаскоин будет биться с Гаскоином. Ебать, он мне на 2 головы выше. Либо этого Гаскоина вообще не будет. Он тупо испарится. Это интересно. Что-то он там прыгает, парирует. Там с собой играет, чувак. Не, ну забавно. С боссом я еще не бегал. 6 пузырей сразу же. Оп. А тут раньше... Да. А тут раньше у нас валялось 2, по-моему. Два или 3 пузырька, по-моему, тут раньше лежало. Давай, меня вот эти вот обидели. Гаскоин, разберись. Он не стесняется парировать даже этих чертей. Давай, тебе одного оборотня, и мне одного. Он прям их изничтожаем. Тихо. Очень бы не хотелось в этот неловкий момент подохнуть. Отвоевали отголоски. Ну, тогда можно, конечно, да. Как-нибудь при возможности и прокачаться. Ты чё там? Он себе уже полздоровья потерял. Я же не могу тебя полечить, правильно? Ну, Гаскоин, а какой? Бабки все просрал свои. Ты чё? А, думаю, с кем он там воюет? Точно. Потому что ты бежишь, когда с этой стороны, ты этого чувака по-любому вспомнишь. Но когда бежишь с другой, ты про него напрочь забываешь. Да, тебе ворон, мне здоровяка. Нихуя себе, он давал. Ладно. Половинку здоровья у него есть. Да ты патроны-то не трать. Пошли бодаться с чудовищем. Возможно, кстати, в теории, на каждого босса теперь можно призывать какого-нибудь другого босса. Возможно. Я не знаю. Ну это ж типа НГ+. А вдруг?
Гаскоин, я тебя не чувствую. Где ты? Да. Жира до одури. И снимает примерно так же он у тебя здоровье. Так, ты моего Гаскоина-то не убивай. Я когда первый раз к этому боссу пришел, я просто налетел его и сбил. Сейчас мы у него вдвоем четвертуху снести не можем. Блин, ну да, возможно он... Все. Беда нет. Кстати, возможно, босса жира больше, потому что я Гаскоина этого призвал. Тут же есть такая фича. То, что боссы жирнее становятся, если ты кого-то призываешь. Ну, это было во всех соус-лайках. Типа, чтобы ты страдал в одно. Оп, оп. Ну что ж ты. Жалко пушку не намазать. Причем я этого босса с первого трая завалил. Бля, у меня что, какие-то резисты, что ли, стоят, я не знаю. Почему так мало смысла? Я практически как-то и не бью. Ну, может быть и было. Как правило, чё? Как делаются боссы в соус-лайках? Они большие. Ты их практически не видишь, ты вот яйца его видишь постоянно, боссовый муди. И все. Он мохнатый. Он атакует какой-нибудь фигней и машет лапами. Ну вот как амигдала, допустим, ну неважно. Вот он руками туда-сюда. И все. Такие боссы похожи. Просто у них морда немножко меняется. Они... Даже похожий мувсет у всех. Типа ударить рукой, помахать руками. Ну и потом, допустим, как-то вот ультануть, допустим. Он там кричит, взрывается, допустим. Это одна ульта. Ладно, что, я не побегу уже к нему. Кстати, вот на этот пила меньше, по-моему, сносит. 152, 171. Нет, побольше, слушай. Потому что на ней еще, видите, как одето. Ладно. Будем заканчивать. В принципе, вот эти клинки, если прям вот всю игру на них потратить, четко знать, что ты будешь их качать. Только качать ловкость и в конце потом собрать под них камень. Тогда они будут тоже неплохо выносить. Они потому что за удар немного забирают у тебя зеленые полоски. Но и в то же время как бы они наносят какой-никакой дамаг. И причем бьют быстро. То есть можно выносить как бы боссов запросто. Вот. Вот эта вот пила, в принципе, ну она дефолтная, она дается тебе сразу же. И вполне можно с ней всю игру пробежать. Хорошее оружие. Трость, наверное, самое такое, ну, практически бесполезное, то, что дается в начале. Она мало сносит, бьет далеко, но толку с нее немного. Потому что она мало сносит. Вот и все. Пила это что-то между. Между топором
секира, которая дается между топором и вот этой вот пилой. Между топором и тростью. Вот. Клинки милосердия неплохие. Германа тоже оружие неплохо. Главное вот придрочиться и зеленую полоску больше качать. Она прям нужна больше гораздо. Потому что у тебя она сносит, ну, сильные удары замашистые. Требует, чтобы ты имел много выносливости. Туфли можно продать. Когда я их успел? Когда я успел туфли эти собрать, я уже не помню. Ну да ладно. Но здесь тоже, и ты так и сделал, те же самые подземелья. Вот как у нас в Elden Ring есть. Куча подземелий одинаковых. Тут, в принципе, то же самое. Они, я так понял, имеют рандомную генерацию. Ты вкидываешь сюда какую-нибудь чашу, допустим, ну вот, номер 2. Ты открываешь уровень 2. Что-то там вот ресурсы какие-то вбахиваешь. Тоже дальняя гробница. Вот еще, вот тут еще лучше, получается, будут падать. Это у меня с босса свалилось. Тут еще будут лучше падать и самоцветы, и эти, как его, отголоски. Ну, вот это вот максимальная, видимо, изысканная область какая-то. Вот. Также, если вот у тебя есть онлайн, купил подписку, то ты можешь поиск по глифу чаши, как бы, выбить какие-то оружия. Либо просто поиск подземелья чаши. Это тоже ты там рандомно, видимо, куда-то забираешься. Вот. Так. Что-то продается у нас, кстати, вот. Какие-то бутоны продаются теперь. Подземелье? Ну, я там бегал, давай посмотрим. Ну, тут да, тут ничего нового. Кстати, то, что я уже скупал и продавал, заново начало продаваться вот тут. Да, вот шапка Гаскоина, как будто бы ты его убил. Ну, то, что я купил и продал, короче говоря, это все заново появилось. Ага, дед опять тут. Какой дедуля? Не знаю, давай он изысканное какое-нибудь здесь вот запустим. Вот прям максимальное. А, у меня не хватает, да? Да. Нужно тайна мглы. Да, тайная мгла нужно нафармить. У меня их 2 всего, а нужно 25. И ритуальной крови. Пятой версии, короче. Ну так. Здесь вообще 4 не хватает. Это надо, короче, это дело все зарабатывать в предыдущих подземельях. Их типа желательно проходить по порядку. А чё? Понятно. А, у меня еще и этих нету. Кстати, твою мать. Давай что-нибудь продадим, я не знаю. 2000 там стоит. Что-то там. Подожди. Продать. Что можно продать? Каги брал за 50. Стоит 30 на продажу. Вот факел давай продадим. Он не нужен. Ну и башмаки. Бесполезная какая-то фигня. Тут 11 тысяч, тут 5500. Но у меня все равно нет этой штуки. Ну вот это точно хватает. Так. Подземелье готово, чаша лежит на алтаре. Угу, дал печати. И она, как правило, имеет там где-то 3 уровня, что ли, что-то такое. Много костров между уровнями. И примерно одинаковые везде боссы. Только, наверное, под конец 3-го уровня, она там по слоям, она не по уровням идет, а по слоям. Типа слой 1, слой 2, слой 3, короче. Там сердце. 3-й слой это вот сердце, короче. И там вот будет сидеть босс какой-нибудь рандомный. Надо зажигать-то. Давай.
Вот, типа, сюда я в следующий раз, если что, могу портироваться. Что у меня? Иногда вот здесь открывается. В этих подземельях, кстати, тоже можно рандомного какого-то охотника призвать. Но не всегда. Обычно на 3-м уровне где-то. Отсюда. Бежим. Сюда. Вот у нас будет здесь вот сидеть босс. Но прежде чем эту дверь открыть, нужно повернуть какой-то рычаг, который в процедурном генерации этого подземелья будет находиться. Я думаю, что это все-таки процедурная генерация, там плюс-минус как бы. Кто тут? Кто-то есть. Я его не вижу, на меня он еще не напал. Вот не знаю, вот здесь тоже будут мобы как НГ плюс считаться? Или нет? Кто-то вот только что хотел меня треснуть, но не подошел даже. Пока с одного удара. Холодную расу дали. О, здрасте. Да, они, по-моему, тут мобы попроще будут. То есть тут первым делом сначала нужно дернуть рычаг, потом пройти к боссу, завалить этого босса по-быстрому и дальше на второй слой. Потом 3 слоя проходишь, ну и как бы все. Хотя, может, там еще по уровням как-то есть. Наверное, смотря еще какую чашку ты запускаешь. Вот, я пришел наверх этой лестницы. Да, это процедурная генерация, короче. Иногда вот эта лестница, я уже по такой лестнице ползал, и точно такой, только проход, короче, ты вот здесь поднимаешься. Здесь можно было мужика призвать, а вот здесь был проход на босса. Немножко рандома добавили. И потом эту механику перенесли обратно вот в этот, как его, перенесли ее в Elden Ring. Никого тут сложного пока я не встретил. Самые жесткие это верхние слои, прям очень сложно. Там потому что бывают такие комнаты, особенно вот такие комнаты. И там где-то боссов, мобов, я не знаю, ну человек 10 гуляет. Ты дверь только открываешь, и на тебя вот эта вот вся толпа летит. Кстати, новый моб какой-то с 2 косами, я такого не видел. Ну, видимо, игра-то шарит то, что надо это. Что-нибудь генерировать. Процедурно. Но за них я смотрю этот, как он. За них я смотрю, много-то и не дали тоже. По чуть-чуть они дают. Ну, как за обычных боссов. Это типа не НГ плюс. Да, я отсюда могу попасть. Ну, прям так, наглый чик. Да, да. Отсюда сюда наверх. А, вот он. Я-то думал, кто ж там топал все-таки. А у меня тоже коса есть. С него там хилы-то не выпали, нет? Однажды я вот в этом подземелье дрался с боссами. С боссом с одним, которого нету. Второстепенный, он не второстепенный, и он не этот какого. И его не было как основного босса. Так что... В игре, то есть, наверное, прописали всех боссов, но потом, вот, пожалуйста, босс свинья, вепр, людоед. Кстати, да, я тогда не ошибся, у свиней не было несколько глаз. Просто стандартный моб, только у него побольше хп. Ладно, захерачивай, посмотрим.
Ну и как правило, у тебя костерок тут рядом. У тебя тут рядом костер, и до него как бы до босса этого бежать вообще недолго. А если вот зайти в первую дверь, которую я перед боссом свиньей этой открыл, то там что-то в сундуке валяется. Ну, наверное, пилу я... Тихо. Дай-ка я пилу, наверное, поставлю. Как-то мне привычнее с ней. Какая здесь одежда по физзащите самая лучшая? Ну, я не знаю, особо тут я не собирал. Да, уровень сложности зависит от этого. От какая чашку ты поставишь. Тут прям от шмоток особо ничего не зависит. Там есть какие-то, допустим, на физ урон больше зачищают шмотки. Это нихуя нас ваншотило. Заебись. Есть какие-то шмотки на физ атаку больше. Ну, то есть ты меньше будешь... Ну, блин, на 2 миллиметра ты меньше урона получишь. Херня это все. Какие-то побольше у тебя, допустим, могут тебя защитить от огненных выстрелов. Но это настолько быстро все меняется, что можно, по-моему, с собой все комплекты носить. Но все равно, если ты всасываешь, то тебя это не спасет. Главное пушку прокачать и уворачиваться. Вот и все. Слушай, меня эта свинья же заинтриговала. Хуя она меня, блядь, просто с подачи выебнула. Да, шмот это чистая эстетика. Это в Dark Souls можно там было, знаешь, там, бля, что-то придумать по этому поводу. Мод там, допустим, эти как вам. Прокачать щит. Щитов тут один. Деревянный. Никчемный совершенно. Сколько за свинку? 1003, наверное, дадут, не больше. А, 4000. Сияющий кровавый самоцвет 3. Ну вот, какие-то другие начали. То есть я проходил с самой пососной чашки. Вот, сейчас какие-то другие вот самоцветы дают, потому что чаша на порядок немножко повыше, как бы. Вот. И здесь можно будет фармить, короче говоря, другие ингредиенты для других чаш. Ну, вот таких самоцветов полно. Таких комнат, кстати, тоже встречается всегда. Вот эта баба с колокольчиком. Ты эту бабу выносишь. Наверху у нас будет 1 или 2 чувака, которые стреляют. А, ну, видишь, с этой стороны раньше не стояло нигде. Не стояло телеги, и так нормально было. Сейчас они, видишь, решили телегу поставить. Ну, говорю, это по-любому это процедурная генерация. Уж очень все одинаковое, чересчур. Туда еще можно слинять, там меня кто-то ждет. Но я подойду туда обязательно. Че, тут пару мобов? Или один даже, да? О, какой. Ой, у него пушка прикольная. Я аж посмотрел ей в дуло. Пули? Пули. Я еще когда сюда забегал, слышал, как что-то где-то пооткрывалось, что ли. Там слышно было, как механизм какой-то заработал. Угу. У нас 2 прохода. Почему-то. А че у него пуха светится? Странный чувак. Все, я вижу стрелка. Тихо. И тут ничего. Иногда сундук вот прям тут стоит. Тут, видишь, дверь сгенерировали мне. Говорят, что это маленькое оружие, которое у тебя в руках, имба, расходует меньше всего выносливости. Правда? Какое именно? Пистолет? Или вот это? Тут любым оружием можно убить любого босса. Просто, ну,
Ты выбираешь, какой по мувсету тебе больше нравится? Каким тебе удобнее, тем проходишь. Есть какие-то оружия, ну, с долгим замахом, допустим. Вот топор, который тебе бесплатно. Это что же пила вот эта вот, с которой я всю игру прошел. Она что же дается халявная? Ты там выбираешь пилу, трость, либо секиру, короче. Ну вот. Секира, она, говорят, совсем как бы для простой игры. Что ты собрал такого? Секира, говорят, вообще типа на для простой игры, потому что у нее, ну, как бы хоть и большой замах, но у нее, как у этого, как у косы, у нее типа большой радиус поражения. Пила это среднее оружие между тростью. Я вот не знаю, трость у меня с собой, нет? Да, вот трость хлыст. Вот это вот оружие тоже бесплатно дается. Оно быстрое. Это вот в сложном состоянии. А если разложить, она как плетка становится. Видишь, как херак, херак, херак. Но у нее маленькая, ну, мало сносит она. Вот, трость хлыст прокачана на плюс 3, всего 99 урона. Такое себе. Вот это вот коса, конечно, прикольная. Она вот от финального босса досталась. Жалко, что не в начале игры, знаешь. Но в дополнение оружие гораздо больше. В разы. Обратил внимание, он правильно дверь открывает, спина ровно, колени не выходят, а стопу прям идеально становя. Он, видимо, в лучших домах Парижа этому учился. Вот опять такой же зал. Я тут недавно мобов кучу убивал. И вот нас этот мужик охраняет что-то. Угу. Тихо. Дай-ка мы еще полечимся. Вот и парирование ему. Вот. Чик. До свидули. Все равно мне как-то с пилой попривычнее немножко. Да, джентльмен. Он импозантный молодой человек. Чего он охранял-то, интересно? Камешек. Ну, если у тебя есть подписка, у тебя есть, короче, ну, ритуальная кровь 2, вот. А мне нужно 5. Ну, ты там в скобках цифра 5 будет, короче. Типа 5-го порядка, короче говоря. Ну, примерно порядка это можно назвать. Вот, тогда ты, типа, можешь пройти в самую крутую чашку, которая только с босса, с предфинального убивается. Ну, там, предфинальный какой-то он там. Все. Полностью теперь я бежал первый этаж. Первый слой, можно так сказать. Только я, блядь, запутался, где я свинью-то убивал. Учили тертый дядя в костюмах, полоску с усами, качки-дочки а-ля Франц. Ля Француз. Блядь, я кругами бегаю. Как выйдет отсюда? По-любому не туда. Давай наверх. Блядь, тут тупик. Что-то где-то пропустил какой-то маленький проход. Сейчас так и бегаю. Не наверх, точно. Вот сюда. Да, вот свинья была. Ну, вот так вот ты и носишься, короче. Первый этаж типа прошел. Думаешь, надо стараться таким же джентльменом быть? Ну, в принципе, да. Ты прав. На унициклах ты имеешь в виду, которые ездят на велосипеде? Еще и в этих, как управлять устройством. Угу. Вот, теперь поехали мы на второй. Теперь второй этаж у нас. Ну, дальняя гробница, слой 2. Тут у нас уже вот так вот. Здесь проход будет один. Не знаю, куда он пока ведет. Сейчас мы костерок запалим.
Одно большое, одно маленькое. Не, ну все равно, на унициклах было бы прикольнее, если бы не катались. Вот тут у нас будет опять выход к боссу, скорее всего. Может быть, чуть выше. Да, вот он, выход к боссу. Может быть, тут даже 2 босса, допустим, запросто. О, подхилочка. Что-то мне сдается, кто-то будет еще тут. Медленное отравление. Ну, спасибо. Да, сейчас. Кстати, пила побыстрее машет, чем Германа коса. Напомните, блять. Не успеваю чат читать, меня бьют. Что там? Напомните, джентльмен Т-36 Гурьера. Раз на заводе, так если я все правильно помню. Чего? Подожди, Тустер, я что-то не понял. Напомните, джентльмен. Это 36-килограммовую гирю на раз. Вроде так, если я все правильно помню. Так, про какого именно? Тут вообще ничего нет. А, да, нихуя не понял, но очень интересно. Опа. Это была какая-то ловушка, и я на нее наступил. Хуя они борзые какие. Ну, не, кстати, а если еще раз? Еще появится? Нет. Такая подстава тут тоже, да, есть. Ну, там кто-то прикольный прям с пушкой стоит. А, Витю Блуда. Ну, вот так он что-то попадался как-то мне. Не знаю, даже не помню где. Может, даже в ТикТоке он попадался. Я тут грешным делом погляду. На работе, когда нехер делать. Тики-токи ваш. Ну да. Виктор Блуд, он такой у нас крепыш. Прям как это. Претендует на место Ивана Поддубного. Кто помнит такого русского богатыря. Так, она за мной бежит. Чем-то машет. Вот Степан смотрит Блуда. Ой, идите вы в жопу со своим... Не, подожди. Не идите вы в жопу со своим отравлением. Я так и отъехать могу. Ну, всего лишь холодная кровавая роса. Троечка. Немного, короче, за нее душ дадут. Херня, по сути. Там тема такая, был гиревик, который говорил, что джентльмен должен гирю на раз поднимать не то 32, не то 16. Так вот, у них, что-то я думаю, то, что ты говоришь про 36-килограммовую гирю, а у них же градация идет там 24, 16, 32 и 24, вот. Ну, вообще, как бы, блин, ну... Если ты не хочешь, то ты можешь не поднимать эту гирю. Я разрешаю, если что. А что тут туман такой? А, понятно. В первом уровне чаши тебя, короче, белый туман. Он ничем не транит. А вот в таких приколах я еще, кстати, не бывал. Но тут несложно, конечно. Несложный дизайн локации. Тихо. Главное вниз не спалиться пока раньше времени.
А вот, кстати, 50 я, по-моему, еще не видел. Но 50 это, по-моему, А, подожди, путают у нас 16 же, да, по-моему, килограмм? Если я не ошибаюсь. Пут 16. Или 24. Нет, я думаю 16 все-таки. Ну, видишь, по-моему, кроме тебя, тут 16 килограмм. Видишь, Тостер, по-моему, кроме тебя никто не является прям фанатом Ивана Блуда, чтобы цитировать его конкретно. Даже так. Не, ну так и забавный дядька, чё? Я не спорю. В смысле, а чем мне до сих пор отравление? Классно приложилась эта падла, но нормально. Осколок кровавика всего лишь за него дали. Ну, я так полагаю, то, что у него не только же ВКонтакте. Вот он у меня этот, как он, Блуд этот, он у меня встречался в ТикТоке. Больше нигде не попадалось. Наш ровесник. Че, ему тоже 30 с кепкой? Там кто-то умер, кстати, от отравления. Вон выход. Прикольно, видишь, он по гаражам всю жизнь, наверное, не пил, как мы. А качался, спортом занимался. Вот теперь можно гирьку потягать. Мобы-то везде одинаковые. Ну вот единственный, по-моему, появился, который, но это скорее всего из-за чашки. Ну еще бы он. Мы-то выглядим, потому что у нас неправильное питание. На заводе мы не это. Мы работаем. Он же вряд ли на завод ходит. Он пробежался с утра, допустим, потом в бассейн сходил, фруктиков поел. И там дальше занимается своими делами, допустим, там какой-нибудь блок монтирует, еще что-нибудь. Вот и все. Он же какими-нибудь там радиоактивными веществами не дышит, знаешь. Вот и все. Да, вот прям вся игра построена чисто на викторианскую эпоху. Это прям вот все вот эти рюшечки, канделябры. Не знаю, вот мне прям вот эта шмотка как попалась, так и ее напялил и больше не снимал. Ау. Я промахнулся. Кстати, у нас же, в принципе, часть Dark Souls 3 тоже примерно в такой стилистике-то построена. Надо пойти в военком будет. А нет, он у него слишком он медийная личность, чтобы служить идти. Так не прокатит. Блин, а я хоть туда пришел-то. Вот они, блядь, эти подземелья, они настолько одинаковые, что ты начинаешь путаться. Куда пришел, где ты не был. Так и не только замок Лотрика. Не только Лотрика замок, да много каких локаций, прям вот они одинаковые, реально. Ну вот очень похожи прям. И этот, как его, и первый Dark Souls, в принципе, что-то подобное было, но там, скорее всего, из-за графона нельзя было так круто сделать. Ну, прям детально, короче. Прекрасный военком. Как он может быть прекрасен?
Наверное, у меня какое-то другое понятие об эстетике. Ну, чувство прекрасное, наверное, в другую сторону завернуто. Кинь такой, смотришь на военкома и, блядь, какую прекрасно. Выходи за меня. На службу. Да, у нас там был такой военком. Он на 2 стульях сразу сидел. А по-моему, этот какого? По-моему, все-таки Лотрика. Лотрик же, да, у нас, который на 2 делится. Он такой фиолетового второго чувака выпускает. По-моему, вот там тоже вот что-то похоже. Чё, блять. Ну, я хотя бы дверь открыл. Я забыл, что у меня отравление висело на мне. Тут я думаю, что я умер, блядь, на ровном месте. Что там? ЖХ, орел, нос красный, глаза красные, с перегаром. Вот, у нас, короче говоря, тоже военком такой был. Он реально, ну, я таких толстых людей не видел никогда в жизни. Можно было туда как в цирк ходить смотреть. Вот. Он мне чем-то напоминал сразу же, как в Blade 2, в первом Блейде, короче, там такая херня жирная валялась. Он ее, который лампочкой ультрафиолетовой сжег. Она еще так визжала, короче. Вот. Вот он примерно такой же был. Он сидел реально на 2 стульях. Вечно какой-то вспотевший там, хер поймешь, короче. Ну, зачем? Отвратительное было зрелище. Но, тем не менее. По-моему, он все-таки этот, какого, не должен. Еще один был? Ну, я не знаю. Его, наверное, в каких-то катакомбах там держали. Специально, чтобы людям не показывать. Но второго я точно не видел. А че, он был еще жирнее? Кстати, да, я вот еще сюда перед боссом не заглядывал. Хоть отравление какое не впаяли. О, куда вы, блядь, берете? У крыс теперь, кстати, волдыри какие-то появились. Ну давай. Я уже так чисто никого не парирую, так просто напролом бегу. Хули, игру прошел, можно расслабить булки. Мы тогда, короче, на следующий стрим, ну там, сейчас мы, короче, на следующий стрим запустим Metal Hellsinger, вот. Я сегодня на торрентах купил, вот, установил, все работает, проверил. Игра отличная. У них этот крысюк просто аж кишит. Ну и чё, кто первый? Сука, никто не решается. Ну давайте. Одна прям за спину запрыгнула. Тоже будешь играть? Я так там что-то как-то, ну, начало какое-то пробежал. Ну, типа обучение и чуть-чуть подальше. Буквально вот с минут 17. Посмотрел, как у меня там фэпосы. Гуляет, нет? Вот. И это, вырубил. Ну, она прикольная. Единственное, что особо это... Блядь. Особо не поболтаешь, потому что... Блядь, сейчас, подожди. Я вижу сообщение, как прочитаю. Особо не поболтаешь, потому что там нужно в ритм их мочить. Вот, и если в ритм не попал, то потом больно становится чуть-чуть. Кривой позвоночник, значит, будет удобно с угла стрелять, но сейчас ситуация совсем другая. Да, сейчас не время шутить. Мы на пороге определенных действий. Сколько FPS у тебя? Ну, я поставил ограничение 60. Но если без стрима, то там все 144, наверное, будет. Просто, ну, как бы... Если... В чем особенность этой видюхи? Упс. В чем особенность этой видюхи? Ее хватает, короче говоря, на чуть выше средних настройках на новые игры. Но если стримить, короче, если стримить в качестве 2К, вот как сейчас идет трансляция. Но я сейчас играю с плойки. Не суть. Вот.
Всегда у меня трансляции идут в 2К, но чтобы это хорошее было качество, надо немножко жертвовать графонием. Вот, поэтому я себе поставил ограничение строго 60 FPS, сделал средние настройки, и все ништяк. Ничего не подвисает, не лагает, как бы, и трансляция будет тоже вполне адекватно воспроизводиться. Так что, все, чики-пуки. Что там, ну, наверное, уже буду в Альтабе, ибо в Вов Король Лич сам себя не убьет. Ты, короче, решил основательно в варик, что ли, заползти? Делать тебе нехер. Я думал, со всеми DLC на кошмаре прошел, думаю, пройду. Я играл только в Doom 16 года. Не знаю, может быть... Короче, это была после долгого перерыва без игр. Это была первый, наверное, шутан за последние... То, что, ну, я где-то лет 10 в шутеры не играл. Это был первый шутер, который я поиграл за такое большое время, промежуток. Вот. И под конец... Да, под конец уже... Где-то за последние часа 2-3 я смотрю, что я нихуя не тащу. Я понизил себе сложность до легко на Думе 16 года. Что-то какой-то слой этот бесконечный. Да блин, я на Нору не успел в 2009 поиграть. Дом 16 легкий. Ну, видишь. Все от практики зависит. Я так думаю. Если ты всю жизнь, допустим, играл в стратегии, и ты вдруг начинаешь юзать какой-нибудь шутан, тебе будет тяжело в любом шутере. Нет, Тостер, по-моему, опоздал немножко лет на 11. По-моему, я не знаю. Сейчас Blizzard настолько обосрались со всем прочим, со всякими там этими, как у них там, серваки лагает и все такое, что, по-моему, сейчас вообще не очень-то есть желание вообще как-то хоть в что-то от них играть, во что-то. Ну, конечно же, все, естественно, ждут Diablo 4. Но мне кажется, это будет очень тяжелый запуск игры. Это я все это время я шел вот за этим каким-то там ингредиентом. Блять, вот отстой. Когда сейчас новый Лич запускает. Подожди, ты же не... А, ну, Лич, подожди, Лич выйдет у нас, по-моему, числа какого-то там 14-го. По-моему, 14-го, если я не ошибаюсь. Этернал сложноват, сразу прошел на ультра жестокость. А там и Марик. Что за Марик? Я вот даже не играл Этернал. Довольно-таки равнодушно к шутанам отношусь, но иногда хочется поиграть. Чё быть? Чё бы нет? Да, ты сюда шарашишь, просто чтобы собрать могильную плесень. Замечательно. Я вот не помню, я сразу же к боссу или нет? Нет войны, у меня Лич. Хорошо, военкомат тебя подождет, пока ты Лича не завалишь. Уходит он 29-го вроде в этом месяце. Ну вообще, да, динамичный же, все думают, динамичный шутер. Такое всегда было. О, босс. Такой же мужик. Это так, что-то ты это как его повторяешь сейчас, смотрю. Блять, я когда как раз хилился, и он меня пнул в рожу ногой. Ты чё, блядь, охуел?
Ну, как я его вынес просто. Хуйня, сейчас делать. Но... Тихо, сейчас стрелять будет. Я тоже стрелять могу. У меня тоже есть какая-то пукалка. Из-за него мне дадут одно большое, чего чаша предков дальней гробницы, кровавый самоцвет адепта. Ну, у меня этот адептов этих кровавых самоцветов. Короче, ни о чем. По-моему, самый динамичный шутер это как раз вот вся серия Doom является. Как-то динамичнее, по-моему, еще ничего такого не выходило. А так вот, если задуматься, у нас же по факту шутеров, так, ну, прям очень хороших. Ну, раз-два я общался. Квака 3 арена. Сколько, блядь, этой Кваки арене лет? 30? Или сколько там? 20? Просто, ну... Да нет, ну, когда последняя Квака, ребят, выходила? Вот вы вспомните просто. К примеру, вот за последние 5 лет какой у нас козырный шутер выходил? Кроме, допустим, Хейла тоже. Ну, не берем Хейла. Не каждый вот его любит, к тому же Хейла там Infinity обосрался. Они там все испортили, как обычно. Quake Champion? Так это, наверное, какое-нибудь дополнение. Я как бы в Quake'ах не силен. Но, возможно, да. Хорошо. Кроме Кваки есть еще что-нибудь такое? Говорят, что туда на сервере даже про КС... Подожди, меня ебут, я не могу прочитать. Это понятно, то что там уже сервера типа и заходят на Quake 3 арена. Ну, кто-то до сих пор, видишь, Counter-Strike играет. Игре-то уже лет 20, наверное. Ее там уже, наверное, забодали с этими аддонами. Подожди, а как я шел-то сюда? Почему тут мужик гуляет, а я его не убил? Блять, не туда вот. Вот я не туда бегу. Старый квакер, пока не стал попадаться с чемпионами мира. Ну, тебе повезло, наверное. Call of Duty, Battlefield, но это же конвейер. Ну, в принципе, не знаю, они каждый год выходят. Типа уже, ну, год не год, наверное, чтобы колду с батлой не выпустили. Ой, ёпа мать. Суки. А как я сюда попал, мне интересно? Да ёб твою мать. Так, ладно, я хотя бы возле костра. Квакера лиги. Да, они двумя перстами крестятся, ёпта. Я хотя бы возле костра сейчас очухаюсь, хрен с ним на бабки, там 35 тысяч, ерунда вообще. Но зато я возле босса сразу же, мы можем за последние вот 15 минут у меня еще осталось. Можем сейчас босса ёбнуть чуть-чуть. Это будет, я думаю, логичным завершением прохождения Bloodborne. 18 киллов, у него 50, остальных 3-5. Слушай, неплохо. Я рад, что у тебя классно получается. Я
Quake играл, по-моему, один раз у товарища, минут 20. Это было, наверное, ну, лет 5, наверное, назад. Так, босс. Кровоглот. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Кровоглот. Ну, до кучи меня просто еще и травят, как бы. Вот условия драки с ним, короче. Похер вообще. Сейчас уже Кровоглот не босс, короче, после Германа. Да и после всех, в принципе. Офигевал, у меня больше 4000 часов. В арену играл, чтобы сорвать голду, и так 4.7. Теплый кровавый самоцвет, чаша дальней гробницы. Ну, чашку дали, ты какую-то херню, короче. Барабан на шею, короче говоря. Все, да? Да, все. В 6-7 году. Тоже, короче говоря, до хрена. Не специалист. Все, я 3 слоя прошел вот этой чашки, которую я открыл. Вот как бы и все. Вот и все это процедурно генерируемое подземелье. Типа в следующую чашку вытаскиваешь, в следующую чашку запихиваешь и так далее. Я вот не знаю, кстати, вот онлайн игры я по сути никогда не играл, как бы толком. Ну, может быть, часов 10 от силы. Не знаю, не затягивают они меня. Езжай к нему в Нью-Йорк. А, там сейчас же, да, там проблема с визой будет, и вообще тебя не пустят. Ну да, по сути, помойка, ты просто фармишь какие-то эти, ингредиенты, чтобы запустить подземелье чуть получше. Где ты получишь осколки, где ты получишь самоцветы, точнее. И получишь эти, ну, душ тебе еще насыпят. Вот и все. Какое себе эти подземелья? Они одинаковые, с одинаковыми рандомными боссами. Вот и в принципе и все. Да, я понял, что к нему никак не получится поехать. У меня тоже у друга сестра живет в Атланте. Все. Все, Атланта для него пока закрыта и, скорее всего, надолго. Раньше хоть как-то можно было, там, знаешь, визу и так далее. Хоть и родственники там живут, а сейчас все, до свидули. Сейчас не пустят. Вот. Подземелье, короче, это, ну, такое. Ты когда знаешь, совсем нечего делать, можешь побегать. Вот процедурная генерация тебе. Ладно. Все. Ну-ка, интересно. Герман у нас закрытый сейчас же, да? Да. Герману все закрыто. Ну ничего, в принципе. Bloodborne неплохая игрушка. Стоит пройти. Вот я не знаю, стоит ли покупать на нее дополнение, тем более при таких условиях. Когда shut up and take my money, короче, но ни хрена ты не можешь купить, короче, адекватно, без танца с бубном дополнение. Я не знаю, кого они этим наказывают. Ладно, там виднее. Мы тут не про политику, мы тут про игры. Вот, короче, Bloodborne пройден официально, заявляю. Следующую Souls-like игру, не прямо сейчас, не прямо завтра. Не знаю, когда я соберусь, но мы будем проходить уже Sekiro. Sekiro, она немножко другая. Sekiro другая механика. Она сложнее, гораздо сложнее, чем Bloodborne. Я думаю, что она мне по сложности обойдется так же, как и третий Dark Souls. Я думаю, что она уже... Я ее тоже буду страдать. Прям выстрадывать эту игру. Чтобы до конца пройти. Да ладно вам, ребята, хорош уже пройти.
предатель, не предатель. Вот. Короче говоря, будем проходить Секиру. Чего Ион 2? А, не ох ты имеешь в виду? Я что-то вот пока не горю желанием Нио проходить. Первая и вторая часть. Я видел прохождение, видел спидраны, но как-то, не знаю. То, что делает не Хидетака, это все закос под Хидетаку. И, как правило, не очень хороший. Elden Ring я уже прошел. За мага я ее прошел все-таки. Почему за мага я ее проходила не милишником? Чтобы она у меня не затягивалась на 70-90 стримов. Я что, блядь, там жить, что ли, должен? Она мне и так очень много времени заняла. Elden Ring не очень сложная игра, если знаешь, что прокачиваешь. Там жуткий имбаланс по этой, по оружию. Просто если ты знаешь, где какое хорошее оружие откопать, просто топишь туда, потому что мир-то открытый, ты не можешь там, тебя боссы не остановят коридорные, в коридоре в этом. Ты можешь до любого оружия добежать с любой точки, хоть с начала игры, просто топишь и все. Собираешь нужное оружие, затачиваешь его камнями и просто проходишь всю игру на изи, вот и все. Вот тебе весь Elden Ring. Он просто душный тем, что там слишком много боссов и слишком много одинаковых боссов. Bloodborne, мне чем понравилось то, что тут неплохая стилистика. Красиво сделана игра. Это помесь, короче, первого и третьего Dark Souls. Именно дизайн локаций и своя такая атмосфера. Действительно, игрушка немножко атмосферная, как бы такое, прям не есть что-то такое. Что-то определенное. Того, чего не хватало в Dark Souls и Bloodborne. Ой, блядь. Dark Souls 1 и 2. Ну, она, кстати, проще всех. Это определенно я заметил, что Bloodborne проще, чем Dark. Может быть, не знаю, Demon's Souls. Я не проходил Demon's Souls и не проходил второй Dark Souls. Не знаю, пока особо желания на эти игры нету. Вот. Она проще, чем третья. Чуть-чуть посложнее первой, потому что в первой части можно просто схватить алебарду, допустим, черного рыцаря, заточить ее как следует, схватить щит и погнал, короче. Demon's Souls Remaster это выходило у нас только на 5-й плойке. Та-дам! Эксклюзивчик, мать его. Они бы лучше Bloodborne на ПК портанули. Получше графен и 60 пепосов этой игре явно не повредит. Ну, да, в принципе, тоже с тобой согласен. Кому как. Кому-то вот, допустим, третий Dark Souls самый легкий считается. Для меня он пиздец какой сложный показался. Самый первый я проходил первый Dark Souls Remastered. Для меня он, как бы так, не прямо жоподерная какая-то игра. Полобать можно и пройти ее тоже можно. Я потом уже под конец игры хорошо раскачал пуху. У меня была алебарда черного рыцаря. Какой-то щит там, я не знаю. Или без щита даже. Не, по-моему, щит был. Вот. Типа щит Хавала, что ли. И нахер, я как бы последних боссов просто за один, по-моему, стрим заебенил. Там они также вот просто подряд идут и полетел просто. Последних боссов там на изи уже их разматывал вообще. Ну, так же, в принципе, как и в Bloodborne. В принципе, схема та же прокачки. Во всех играх от Миядзаки. Просто качаешь сначала силу, и потом уже вливаешь там, куда тебе интересно. Но единственное, кстати, вот не богато тем, то что в Bloodborne не богато то, что тут все пухи, они в основном скалируются и силой, и ловкость. Все остальное там какие-то допы, типа, я все забываю. Я потому что никогда не качал вот эти вот статы. Оттенок крови и тайны. Вот. Все остальное, как бы, ты уже там вливаешь. То есть ты сначала качаешь силу и ловкость, а потом уже на твое усмотрение жизненную силу, либо оттенок крови, там, тайны. Это смотрел, какая у тебя пуха просто в загашнике валяется, то и качай просто, вот и все. Вот. КЛ не выпустил. Глянем, что. Сейчас все равно надо спать, скоро ложиться, завтра с утра на работу.
Не знаю. Вот. Ну, мне Bloodborne понравилось. Не знаю, получится, если вот с этими условиями купить дополнение как-нибудь. Может возьму, а может не возьму, хрен его знает. Вообще, я в ближайшее, чё, мы сейчас Metal Singer полобаем. Потом, если останется время, ну, по датам я имею в виду, если останется время, можно будет Destroy All Human 2 быстренько пробежать. Потом у нас выходит Plague Tale Requiem. Мне эта игра интересна, потому что я первую часть уже прошел. Вот. Потом у нас Scorn выходит. Тоже шутан такой, в атмосфере из чужих. Гиген или Гигер его фамилия, ну, который концепт-арты рисовал для чужого фильма. Первой там каких-то последующих частей, по-моему. Вот он как бы вот в его духе стрелялку сделали. Я думаю, она будет тоже. Атмосферу можно будет ложкой жрать. Да, хочется жить и не выживать. Я с тобой согласен. С нашими зарплатами, по-моему, мы только выживаем. Ладно, не будем о грустном. Будем закругляться, ребят. Хорошего вам вечера. Вот. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Лайки ставьте, комментарии там пишите. Ну, все знают. Все, давайте, ребят. Счастливо, удачи, пока.